Так. Так. Оп-оп-оп-оп. Так, всем привет. Да, вот этот цвет. Ёлки-палки. Я пропустил его. Ну ладно, мы наслушались этой песни вообще. Так. Угу. Блин, вообще очень странно, конечно, то, что в главном меню нету никакой музыки там прочее. Ну, окей. Так, освобождение камбо. Видимо, оно. Да, оно, наверное. Просто за то время, что я учился все эти дни, у меня сын жестко играл на компе. Нафармил скины всякие там на КС и все такое. Но да, это мое сохранение. Нормально все. Блин, как же классно. Наконец-то вернуться. В этот GTA-шный мир. Так, А и К. Так, ну К большая, значит она важнее. То есть это основные задания. Ну, давайте выполним дополнительные. О, буквы А. Давайте я черный возьму.
Классная песня. Песня про то, как она горяча сегодня вечером. Да, эта игра очевидно горяча. А, так это... я перепутал, ты посмотри. Это... Как я там звали? Сука. К это Куджу, или как там у него? Кенджи, или типа того. Ну, давайте Кенджи пойдем, он как-то реально по второстепеннее был. Если так подумать. Он типа какой-то подсос Сасуки, младший брат или типа того. Блин, капец. Хаос какой-то, просто стрельба какая-то. Да, в 90-е убивали людей. Правда, это нулевые. Жесть, я трюкач, конечно. Пятихатку долларов заработал, кстати, за это. Блин, так, подожди, давайте-ка я повторю. Не, маленький разгон. Во, пойдет. Твою мать. Санитар улиц. За что? Миссия Кенджи выполняете, если играете впервые. Если убить Кенджи, то его миссии пропадут. В смысле убить Кенджи? Лизарнист, не спойлери, реально, я не проходил до конца этой игры. Господи. Вообще никаких спойлеров не пиши никогда, вообще никакие игры. Привет, Напаши, здравствуй. Дараба. Опа! Пойдет. Ну, блин, этот трюк не такой крутой, как тот. Так, давайте возьмем Банши. И пойдем. Опа-пи-па-пу-па-пу-пу. Великий автовор. Grand Theft Auto. По-моему, наши мозги слились в этот момент поклоны. К моему великому стыду один человек оказал мне услугу, а я так и не смог оплатить ему за его доброту. Его слабость быстро... Так, подожди-ка. Какой же ты душный каждый раз. Привет, енот, здорово. Чё там опять? Что там опять? Ну ты зверь, конечно. Ну ты зверь. Зверь. Гляньте на этого звера. Очередную платину получил. Да, не удивляйтесь, как говорится. Я сейчас так жестко пропадаю на учебе. Вот в школе 21 по программированию. Все просто жесть вообще. Иногда порой вообще возвращаюсь в 12 ночи и так далее. Я вообще впервые сел играть за комп. Впервые за эту неделю. Ну, в начале недели был стрим, конечно. Это такое не считал. Привет, Гудзон. Здорово. Так я программирование учусь. приобрести для его коллекции несколько моделей. Не, ну очень интересно. Поэтому и как бы... Ты должен раздобыть эти машины из списка и доставить их в гараж. Пропадаю. Для меня это дело честь. Коллега теперь. Не, пока еще нет. Ну а так, ну прям жестко пытаюсь влиться в эту тему. Сейчас вот... ну, короче, сложно, знаешь почему? Потому что мы учим чистый C. Не какой-то там, типа... Ну, насколько я понимаю, пососный и легкий Python и там прочее. Я как начал учиться в этой школе 21... короче, очень много мемов начали выходить по поводу этого... Как его? Мемы типа программистов, короче. Ну и там типа много издевательских мемов
в адрес, типа, пользователей Python, типа, типа, пайтоновские эти пользователи, типа, вообще. Ну и потом, там есть некоторые опытные ребята, и они говорят, типа, то, что пользователи на Python, ну, на остальных языках, ну, мало что понимают, потому что, ну, Python чисто создан для, типа, ну, для, ну, это Агуша, как его, программинг, так сказать. Агуша программинг, слишком легкий. Все, пути назад нет. Ну да, видимо, так и есть. Ну, я жестко, да, вливаюсь в эту тему. Прям безумно интересно. Угадай, что мы сегодня сделали. Короче, было командное задание. И там у нас был один чел, шарящий за всю тему. И у него, короче, были очень хорошие, короче, ресурсы к нейросети. Он подключился к чату GPT или типа того. Короче, ну какой-то GPT непонятный. Ну и потом задача стояла такая, типа, написать на чистом C пинг-понг игру. И сделали, блин. Короче, нам этот GPT дал чистый код, как бы, но он был не такой крутой. Но мы его в конечном итоге доработали, там прочее, и там кое-какие условия ввели, и пиздец, короче, сделали. Ну, я сам охуел от задания, типа такой... Я в течение недели смотрел, что за задание и так далее, но потом такой... Вчитываюсь в задание, только сегодня я такой вижу. Типа, не понял, я чё это... Ну, типа, мы чё, типа, игру создаем, что ли? Ну, да, получается. И там чел такой, типа, я уже задание посмотрел, ребят, все окей. У меня есть код, но надо доработать. Ну и потом, короче, что сделали? Один чел взял одну часть кода, один чел взял другую часть кода, ну и я там взял другую часть кода. Все разбились на функции, и вот. Но в конечном итоге, как бы, все работали за одним компом все равно, потому что, ну, понимания у одного мало, у одного больше, и как бы все равно как бы к этому чуваку подсели и там делали все за одним компом. И прикольно получилось все. Один видел те ошибки, которые он не видел, я замечал другие ошибки и дополняли все это и там прочее. Ну вообще, балдеж, короче. Ну да, типа, ну а чё? Парда программирования называется. Не, ну вообще, там такой метод обучения. Типа называется peer-to-peer. Ты бы видел лица тех людей, которые типа такие... вообще пришли на обучение такие. И такие... Я не понял. Это шо? Нас никто учить не будет, что ли? И там, короче, волонтеры такие... Ну, нет, это метод обучения такой, peer-to-peer называется, вы должны сами обучаться. И peer-to-peer заключается в том, что, типа, равный равному, и вы все, общаясь между собой, должны освоить проекты, и, там, ну, вообще знания и так далее. И он такой, типа, ну, просто охуел, короче. Правильно, да. Ну, так реально, да, освояемость хорошая. Я в первые дни и там прочее пытался сам все понять, там прочее. Но я такой довольно-таки не особо общительный человек на самом-то деле. Но... Ну и в общем, потихоньку даже вот общению обучаемся. Там есть вообще такие, знаешь, прям, ну... интроверты, чувачи жесткие, типа. Но даже вот они прям супер душа компании становятся. Так. Хороший подход. Да, ну это очень интересно, очень интересно. Я поначалу еще тоже, ну, как и все, скорее всего, которые туда приходили поначалу, очень скептически к этому относился ко всему. Типа в глубине души.
А потом такой, типа, ну... Типа, классно. Особенно после первого экзамена это случилось. Когда все начали между собой общаться, типа, такие... До классов еще не дошли. Ну, короче, там, видимо, метод обучения построен таким образом, чтобы мы сначала на базе получили чистый C, а потом уже будем переходить на более такие новые. Да вообще чистейший C, это тупо консоль на Linux. Чисто башно. Я просто, ну, типа... Ну, это вообще жестко. Там есть такие опытные программисты, которые, ну, с чистым C не имели дела. Они, конечно, что-то понимали, какие-то там, типа, там прочие параметры, там прочее. Клон XXL, да, здорово. Здравствуй, рад видеть. Ну и потом они такие, типа, ну, у меня есть опыт программирования, там прочее, типа, говорят, а потом такие, ну, чистый C я, ну, вижу впервые, как это, и это, ну... И они такие, типа, говорят, это круто, это, ну, реально круто. Удивляются. Прям морских котиков из вас делают, ну, прям жестко, да. Ну, там многие уже ушли, все. Многие ушли. Все чисто охеревают и уходят. Что происходит? Ля, какой модный. С петухом на бейсболке. Да, главное базу понять. Все почти языки из C вышли. Ну, скорее всего, все вышли, да. Ну, возможно, Python вышел из чего-то более нового, там, не знаю. Python, я насколько понимаю, это просто, ну, чисто, просто, ну, там, пиши что угодно, оно все исправит и сделает само, типа, это, типа, программирование для ленивых, насколько я понимаю. Ля, у ремейк GTA 30 такие яркие, непривычные, да. А, блин, это гонка! Я дурак! Я на говнотачке приехал на семейном минивэне. Блин. Да, я в говне. Или нет? Ну, посмотрим. Возможно, даже на этом дерьме я буду хорош. Сука. Я многодетный гонщик, отец 3 детей. Дайте дорогу, уроды. Так. Блин, я пропустил поворот. Блин, я думаю, то, что, типа, если чел такой скажет, устраивается на работу, такой, типа, скажет что-то, типа, я очень хорошо программирую на Python, на уровне сеньора, там, про, там, его просто засмеют нахуй, наверное, скажет, ты че, ебанут. Ля, ты сишник уже. Да, получается сишник. Python чмурит сидит. Не, ну чё, это я так чисто позерствую. Честно сказать, позерствую. Это тут так устроено, надо... Кто сколько больше, ну, соберет контрольных точек. Понял. Эй, твари говна. Папа. Папа. Эй, Папа. дорогу. Папа. Ой, Полика. Мене не улобите, да? Да. Хорошо.
Блин, вот когда меня дома сейчас нет, вот, в основное время нахожусь на учебе, дети жестко стали играть в комп. Прям жестко упарываются, нереально. Ну, типа, прихожу такой с учебы, а вот мой средний сын там, блин! Я на этом дерьме сейчас всех победю. Давай. Мой средний сын играет PlayStation типа 4, играет Second Son, Infamous. Помните такую игру Infamous про супергероев? А? Kim? Опять да. Вот только Хасан бегун было. Опа. А мой старший сын сидел, играл в Counter-Strike и выбивал скины всякие. Типа, говорит, батя, смотри, что калаш выбил. И не калаш, не как это выбил. Точнее, как его выпал. Прикольно. Практически бабки фармит потихоньку. Сына. Эти ну, этот калаш, наверное, продать. Я не видел, кстати, его цену. Как они это умудрились вообще сделать, я не понимаю. Что за перформансы пошли? Так, ну-ка. Не знаю. Водители циркачи какие-то. Я гоняюсь с клоунами. Просто показать хотели. Ну да, как будто бы. Такие типа, смотри, что мы умеем. Опа. Блин, не, вообще вот смотря на вот эти вот такие вот игры, знаешь, как-то теперь, когда хотя бы чуть более-менее понимаю программирование, я проникаюсь таким просто уважением к всяким разным играм, даже с самым таким отбитым, типа, конченным играм даже уже какое-то уважение прям имею. За клоунов обидно было. Не, ну вообще это в уважительном плане было. Ну ты прикинь, они на машинах устроили такое во время гонки, типа, ну это вообще жестко же. А то заебали на работе. Ну это вообще, ну типа... То, что код так и пишется, и типа код под игру она такая, типа, довольно-таки тоже, наверное, муторная. Но это стоит посмотреть еще потом, как это вообще выглядит. Ну, типа, C# там или C++. Ну, вообще, типа, ребята говорили, что, ну, что-то понимающее в этом деле. То, что, типа, да, крупные большие игры делаются на C#, на C++, вот это вот все. Рейд Сузи, еще. Посмотрим, сможешь ли ты сделать за меня грязную работу. Я работаю с консами, это обычно гуманитарии. Я там 50... Тому в 50 держу в голове кода, а не гуманитарии. Еще и положение обычно выше, чем у разраб. Да уж. Что они сказали, я не услышал вообще. Это кто, мне их убивать надо? Они хорошие или плохие? Выглядит как... Стрелять? Ну, блин, да просто. Ничего, во мне новичка увидели? Опа. Liberty City. Это вот едем сейчас, приедем туда, все сделаем. Работу выполним и получим уважение у растаманов. Правда, ну, я не знаю зачем. Мне кажется, этому главному герою, этому Клоду, вообще на все насрать в этой жизни. Он, знаете, он чистое воплощение типа человека, который
ну, двигается по течению. Типа он вообще ничего не решает. Он просто движется по этому течению жизни и попадает в всякие разные ситуации, в которых, ну, он просто следует. Не знаю, каким-то импульсом и тому прочее. Он просто молчит и делает всякое, что ему скажут. Если бы создавали какого-то, типа, знаете, бойца планированного, то Клод был бы идеальным, типа, солдатом, знаете. Молча ходить, ходит такой, выполняет приказы. Причем делает так хорошо. Клод моей роли по жизни. И... Тогда тебе надо военкомат, клон. Будешь рядовой шутник. Но правда, там нельзя выходить из машины. Ой, господи. Рядовой куча. Че, они струсили, что ли? Давайте дальше. Я готов и дальше стрелять. Так, давайте перекрасим нашу тачку. О, какая тачка. Лол. А, это типа за выполнение звонковых этих, что ли, получилось? Все мы клоды. Да, все мы немного клоды. Ну, вообще, да, в нормальных конторах, скорее всего, это уважают, потому что начальники и все вот, кто там сидящие, что-то понимают в этой теме. А там, считай, вот твои, вот реально, ну, тупо, ну, не знаю, экономисты, гуманитарии, бухгалтеры и тому прочие люди, которые никак не связаны с ну, пониманием программирования кода и тому прочее. Они-то ясное дело скажут, ну, типа, компьютер сидит свой. Циферки пишет там. Консалтинг, а, вот она что. Понял. Ну, блин, вот эта игра чисто чил. Концы всякие комментарии рулят, понятно. Ну, кстати, вот что удивительно, да, вот в моем потоке, вот по интенсивному обучению в этой школе, люди всякие разные пришли. Вообще всякие разные. Там и мужики 50-летние, у которых есть какой-то... свой бизнес, типа... Он его не видит, что ли? Да. Да. Вот так. Но немного, знаешь, как-то все-таки за этих ребят... Это вот так. Ну, не знаю, просто он застрял. Видимо, это сыпучий асфальт. Зыбучий асфальт, точнее. Ну, бывает такое в играх. Ну, типа, вот этот вот метод peer-to-peer, он как бы и хороший, и плох в одно и то же время, потому что вот эти вот ребята, взрослые, которым 50, там 40, там прочее, они как бы, ну, все равно, типа, консервативные люди и немного не понимают вот эту тему, то есть они как бы не могут пересилить себя, скорее всего, в том плане, что прийти за советом, типа, более к молодому человеку и там, типа, учиться у него, типа. Ну, то есть у них понятие равный к равному, ну, я думаю, просто не вяжется в голове. И они просто, ну, как-то такие видят. Ну, и плюс ко всему, видят этот консоль, вот это вот чистый C, блин, и тому прочее, чисто охуевают, ну.
Ты бы видел, короче, женщину одну, с которой я сидела вот буквально рядом. Там компы как расположены. Вот монитор мой, лицом ко мне вот так. И монитор вот так вот, лицом к ней. То есть я вижу ее лицо вот так вот. И вот так вот я вижу другого чувака. То есть мы вот так вот сидим. Но мониторы, ну, конечно, не видим. Но типа зато мы, ну, типа вот таким вот образом можем общаться друг с другом и так далее. Бесплатно? Самое что удивительное, это все бесплатно. Абсолютно бесплатно. Там просто заявочкой надо залететь. Вот, Гудзон, ты попробуй. Я хочу, чтобы ты прыгнул. Да, это Сбербанк, это чисто Сбербанк. Мне нужен Сентинел Мафии, Стингер Якудзы, Инфернус Дьяволов для маскировки под любую банду в Вот Либерти. это понятно. Отгони их в гараж в Ньюпорте. М. Но запомни, что мне не нужны битые тачки. Так, опять тачки угонять. Игра оправдывает свое название. Сейчас буду великим автоугонщиком. Красавцы, да. Ну, вот из-за того, что он бесплатный, я думаю, еще и многие люди вот просто, ну, такие типа, знаешь, а в чем подвох, они думают. Ну, просто такие, типа, в чем подвох, а вдруг они, ну, типа, потом начнут требовать с меня деньги или еще что-то там. Ну, короче, от того, что он, типа, бесплатный, многие думают, что это, ну, какая-то, ну, какой-то наебучий, короче, жестко. Наверное, типа, в конце интенсивного обучения, типа, с меня срежут почку, что-то в этом роде, знаешь. Когда я усну за монитором, там. Там, кстати, можно находиться круглосуточно. Вообще в любое время приходишь туда и обучаешься. Да хоть в час ночи, хоть в 3 часа ночи, хоть в 8 утра приходи. В любое время можно прийти и обучаться. Да. Но единственное правило, спать нельзя там. Ну и, конечно же, типа, самое главное, там вот что очень строго, читерить вот нельзя. Читом там считается, типа, такая тема, то что ты просто возьмешь и спишешь чист, ну, код у другого чувака. Ну, даже если ты это сделал, скажем, да, ну, ты, короче, должен понимать, что это за дерьмо вообще в конечном итоге. Ты должен, типа, потом будешь способен объяснить этот кал, там прочее. Однажды сходил на бесплатную дегустацию сыра, теперь сижу без паспорта. Есть учебник онлайн топ вообще. О, слушай, скинь мне потом нормальный учебник чисто все. Если, ну, если ты об этом. Так, Стингер Мафия. А, вот Стингер Мафия. Стингер Мафия, кстати. Еб... Гниды, ёб... Вот то я такой. Убили. По нему все языки сейчас учишь? Жестко. Это интересно. Вот не зря, не зря. Стрим завел. Я сейчас в последнее время еще такой... Сейчас как-то пободрее себя чувствую, но вначале, когда сидел, думал о том, чтобы завести стрим, капец, такой думал, блин, может не надо это... Может пойти спать, просто лечь. А сейчас такой прям, ну, пободрее стало намного. Классно. Давно не стримил, капец. Все-таки люблю я это дело стримить. В личку кинул. Окей, найс. Спасибо. Там твой чистый си тоже. О, хорошо.
Туда, как говорится. Балдеж. Я же не могу не заводить. О, привет, кабина, здравствуй. Иногда после работы сижу, пержу и понимаю, что не подрубить не могу. Да. Привет, GTA на прохождение? Конечно, на прохождение. Мы первый, второй GTA прошли, вот третий GTA у нас на прохождение. У нас марафон. Братан, марафон. Марафон, он на то и марафон, что все идет на прохождение и от начала и до конца. Но тут вопрос, конечно, в том, что, ну, на 100% ли? Нет, конечно, не на 100%. Я ж не конченый, но разве что, возможно, потом Сан-Андреас или еще что-нибудь будет на 100%, но... Блин, ты мразь! Нет, дрищ! Суки! Да чё они такие жесткие-то, вообще не понимаю. Ну, ублюдки из мафии, это чисто ублюдки из мафии, реально. Вообще без шансов. Да у них дробовики просто меня уничтожают. Как герой умер, картина. Да я бы сказал, как идиот, но типа... Нормальный человек, типа... В район мафии не стал бы заходить и начинать стрельбу, конечно. Это было типа, знаешь, из разряда так делать нельзя, короче. Капот проволокой примотаем. Учебник короткий по делу вообще топ, реально. Зашибись. Понял, блин, вообще от души, Гудзон, спасибо. GTA 3 это мои школьные времена. О, это школьные времена многих. Шо? Не, ну конечно не многих. Часто, блин, если так подумать, школьные времена сейчас происходят у кого-то и так далее, но... Ну вот люди нашего поколения, да, типа сидели за компьютерном клубе каком-нибудь и, да, чисто такие... Балдели, играя в GTA. В одно время чисто только GTA и проходилось, типа, знаешь... Компьютерный клуб. Очень редко там типа появлялся какой-нибудь там Counter-Strike 1.6 или что-то в этом роде, знаешь. Где чисто играли типа, GTA-шку там. Изредка были какие-то типа, знаешь, такие особенные люди, которые там, может быть, рубились в эту. Да хотя тогда это еще нормально было. Ну, типа в героев третьих и всякое такое. Да, наверное, это окей, да. В принципе. Сегодня папа. Так, короче, вот к краю отсюда где-то мне нужно вытянуть этот сраный стингера. А, вспомнил, откуда я могу вытянуть стингера. Не, вот с этих улиц брать стингера — это полный бред. Я просто не уеду отсюда. Меня взорвут. Мне нужно это сделать вот отсюда. Вот видите, блин, просто, блин, капец, это нереально. Сволочи просто уничтожают мою машину. У нас наоборот, ты либо играл в Quake 2 герой 3 со всеми, либо у тебя отжимали комп местные гопники. Да, это жестко. Блин, уроды дерьма! Нет, не взрывайте мою машину! Тихо! Блять, мафиотики ебаные! Блять, ебать! Да ну это, блин, это походу самый сложный... Это самая сложная миссия в этой игре. По-любому. Я просто со всеми в такой ссоре, что просто охереть можно. Когда-нибудь он пробьется сквозь этот бордюрчик.
Когда-нибудь. Видите, меня даже вот, ёпта, испаньолы ненавидят. Охереть можно. Просто все ненавидят меня. Не будите во мне красного дракона. Что за тусня? Жесткий тусич где-то. Слышите? Тук-тук-тук-тук-тук. Где-то внутри, что ли? О, вот он! Братан, мне нужна твоя машина. Что за миссия? Миссия на телефоне была. Надо угнать 3 машины разных банд. У мафиози Сталион. Или он Стингер был. А вот у них Сталион, наверное. А там Стингер. Все, до свидули, говнюк. Да, вот Сталион у дьяволов. Стингер у мафиози. И у Якудза тачка была. Просто прикол и сложность в том, что мафиозники меня безумно ненавидят. Просто безумно. Вот оттуда машину пригнать это будет сложно. Ладно, типа просто из пистолета бы стреляли, но эти козлы стрелять из дробовика. А этот дрободан просто сносит мне машину, ну, начисто просто. Он у меня уже спустя 2 выстрела и начинает гореть просто синим пламенем. В этом вся сложность. А ныне та сторона острова практически вся захвачена этими мафиозниками. И они везде ходят. Стингер в 3-м городе был, по-моему. Ну, позырим. Не, ну это все один город. Это 3 района просто. Типа поддушнил. Я типа такой весь разбираюсь в этой игре. Так, сейчас отремонтирую тут. Прикольная машина. Типа, знаете, вот этот вот 3-й GTA, он чувствуется прям как реально 3D-шный 2-й GTA или там 1-й GTA. Ну, скорее 1-й. Ну, типа, машины разных банд, они прям перекрашенные, какие-то особенные цвета и так далее. Типа, все такое в духе немного первых GTA-шек. Только нет этой вот аркадной системы прохождения с помощью этих, ну, позорных очков, точнее, денег, миллион набери, все такое. Пробовал серию Якудзы, он бы по ней тоже марафон. Но это чистое самоубийство канала будет. Ну хотя, с одной стороны... Не, правда, я очень хочу Якудзу поиграть. Вообще очень, да, знаком с этой серией, но она меня пугает. Это практически одно и то же, что, блин, начать марафон типа Final Fantasy. Это просто... Это бред просто какой-то. Не, просто, ну вдумайся в это дерьмо. Типа ты делаешь марафон по Final Fantasy. И тут то же самое. Якудза это, ну, такая игра. Ну, японцы немного, типа, ну, реально упоротые психопаты вообще в этом плане. Они делают игры таким образом, что просто, ну... Ну, это просто дурка какая-то. Фарм, гринд, и все на этом завязано. Ну, и он нахер. Вообще нездоровая тема у них с этой темой. Чуть ли не каждая игра буквально. Разве что Хидео Кодзима как-то отличается от всех и создатель Ниер Автомата. Ну ладно. На самом деле, если так задуматься, адекватных японцев много. Ну, это
вдруг вспомнил, что есть серия Обитель зла, есть Devil May Cry. Но это типа во всем океане японских игр эти игры можно считать просто единицами, на самом деле. Но основные игры, типа у японцев, вот их типа игровой рынок, это просто гринд дрочильни, вот именно фэнтезийной тематики, всякой такой дресне, типа, где какие-то 14-летние ублюдки, типа, сражаются с каким-то, не знаю, типа, против взрослых там каких-нибудь, неважно. Monster Hunter, она тоже слишком дрочильная, просто это обалденно, классно, спасибо. Мафиозники, блин, мужики. Я хочу, чтобы ты пригнал тачки некоторых, чтобы без проблем провернуть дела на их территории. Мне нужен... Ну да, Monster Hunter он такой. Да, он слишком... это просто жесть какая-то. Вообще, если вот мистер какой-нибудь разработчик японец отойдет от этой вот тупой херни про гринд и там прочее, от этой вот концепции душной, да, то он может реально просто шедевры делать, и он спустя уже некоторое время станет гением. 100%. Но они прям такие, типа, нет, хотим делать гринд. И это очень плохо. Просто вот покажите мне какой-нибудь любой трейлер, любой фэнтезийной JRPG игры. Я просто, считайте, посмотрел их все разом просто. Они друг от друга даже не отличаются. Я просто иногда задаюсь вопросом и думаю, как фанат одной серии может отличить типа игру от другой серии? Это что за прикол вообще? Вы там, как вообще? Я не понимаю. Кодзима гений, да, еще и вот как там... Я не помню, как его уже звали. Вот в этом-то и прикол Кодзимы. Он еще и гений в том, что он 50 раз вставит, сука, свое имя в игру, чтобы его нахер запомнили. Вот в этом прикол его еще. А остальные разработчики-то этого не делают, типа дохера скромные. А Кодзима, он такой прошаренный чел. Просто такой, блин. Уроды, типа, не читают нормально титры. Надо в 50 раз впаять свое имя, чтобы они, сука, запомнили меня. И как бы да, и правильное делает, действительно. Любой Metal Gear ты запусти, ты его имя и фамилию Хидео Кодзиму увидишь нахуй 50 раз. Это, реально. Если завести какую-нибудь игру на выпивание, типа на тему... Каждый раз, когда ты, видишь имя Хидео Кодзимы на экране, там просто реально бутылка будет выпита через 10 минут, я вам говорю. Это просто, лютая жесть. Я не понимаю. Точнее понимаю, но это, да, это жестко, короче. Ходит ли легенда, если мистер японский разработчик наймет дизайнера интерфейса, баланс сил в мире будет нарушен. Ну да, их вот этот вот... Ля как прыгнул. Блин, даже убивать не хочется его. Он слишком хорошо прыгнул, типа, знаете. Он жить хочет прям. Блин. Да придурок, уйди от меня. Но Кодзим не бывает. Мини-кодзимики ходят. Не, реально, да. У них наверняка, у этих всяких фэнтезийных игр, там прочее, наверное, очень крутой сюжет, да, там прочее. Но из-за того, что они находятся в такой вот как геймплейной супер душной обертке, ты к ним даже притрагиваться не хочешь. Просто такой думаешь, его нахер. И как-то визуально они все одинаковые, конечно. Это прям удручает. Но я прям вот думаю, что было бы классно, наверное, будь у меня
Не, хотя лучше не буду говорить. Будь у меня, типа, дохера свободного времени и так далее. А то мало ли. Вы слова подтянете еще. Скажете, типа, где JRPG, там прочее. Ну, короче. Я вот думаю, что там по-любому есть такие, типа, знаете, игры. Вот JRPG. Которые, типа, знаете, имеют такой жесткий сюжет в плане как, ну не знаю, Игры престолов или что-то в этом роде, где просто главного героя могут изнасиловать или там он такой, типа, будет, не знаю, романсить или там стремиться добиться сердца там какой-то девушки, а в конечном итоге после какого-то такого соития, типа, там прочее, окажется, что это его родная сестра, типа, а их батя, типа, ну, вообще больной человек, там прочее, типа. И все это он подстроил специально, или в это что-то в этом роде. Ну, просто я видел тут ебучий олдбой или что-то в этом роде, я просто понимаю, как у них голова работает у этих японцев. Я думаю, примерно такого там ляда сюжета и ну, явно есть где-то. Тут фанаты Ниер такие, ну что-то знаем, было. Джапан стал. Плюс многие неиронично косят под топ франшизы типа Dragon Quest. Во многом из-за этого все похожи. Да, тоже, да. Вот тут будет очевидно сказать такой момент, что все вот эти вот разработчики этих вот японских игр, вот в самой Японии, да, они по-любому жесткие геймеры, просто жестко играют вот эти вот все JRPG, там прочее. Ну просто у них игры типа детства были другие, так скажем. Ну, прикиньте, они в своем, да, вот, типа, по своей молодости, там, типа, Dragon Quest, там, типа, Zelda играли, там, Final Fantasy, там, прочее. И они вот поэтому как-то, ну, жестко упарываются по безумному гринду и так далее, типа, ну, геймер, типа, делает для геймеров, но просто геймер этот, сволочь такая, другие игры не играл, типа, скажем. Он чисто балдел вот в этих вот фэнтезийных мирах японских. И все в таком духе. А если бы этот чел, например, да, японец, там, скажем, провел бы свое детство в России, и сыграл бы он Макса Пейна, там, не знаю, Red Alert'ов, там, GTA 3, там, Герои 3, вот это вот все, вот это вот прям, ну, прочувствовал бы разнообразие, величие вот этой вот игровой индустрии, то, блин, он бы стал, типа, ну, Кодзимой номер 2, а возможно даже выше него. Помяните мои слова. Короче, проект Кодзима номер 2 должен быть осуществлен в будущем. Если кто хочет усыновить какого-то ребенка, делайте это из Японии. Или, не знаю, типа, езжайте в Японию, женитесь на японке, типа, ну, сделайте ей ребенка, а потом, типа, жестко уговаривайте ее, типа, пойти пожить, типа, 7 лет или 8 или 10 лет в России, короче. И все. Проект Кодзима будет запущен в зачатке. Это так не передается, не гены. Да гены. Все передается. Прикол в чем? Типа, сама идея. В том, что он японец будет. У него будет японский паспорт, гражданство, соответственно, раса. Японцы, что бы они ни говорили, они безумные расисты, они жесткие, консервативные и там прочее. Это можно увидеть по просто, ну, по условиям жизни, например, каких-нибудь иностранцев и, ну, просто, ну, живущих там японцев. То есть они за аренду платят вообще какие-то, ну, скажем, по сравнению с иностранцами, какие-то маленькие деньги. Например,
Тот же японец может за 600 долларов жить в трехкомнатной квартире, ему будет заебись. А чел иностранец будет платить 1500 долларов, и он будет жить, угадайте где? В каморке нахуй, типа в шкафу каком-то. И это даже, блин, не шутка, это реальность. И тут то же самое. Он сможет легкую, просто в легкую устроиться на работу в какую-нибудь компании, там, типа айтишную, игровой. И там он явно себе сделает имя, создав какую-то топовую, крутую игру. Я вам говорю, я вам базарю, точно говорю. Это реальный план. Езжайте в Японию, женитесь на японке, заделайте ребенка, потом жестко везите ее к Кемеру. Да, да, так и есть, так и есть, так и есть. Это просто будет мировой геймдизайнер, я вам говорю. Японец не создаст в России топ-игру рандомную. Да не в России он создаст, он в Японии создаст. Кабина, ты не понял идеи. Он просто игровой опыт получит в России, а не в Японии, понимаешь? Игровой опыт, в этом весь прикол. Вот именно в том, что... Ну, именно прикол-то в том, что вот ему окружение-то сменить надо. Живи он в Японии, ты будешь его пытаться приучить играть типа, в какие-нибудь там игры, типа, знаешь, вот того толка, что вот мы играли. Это бесполезно. Он все равно будет там, типа, тусоваться с другими японскими детьми и так далее. Они такие, типа, будут там дрочиться какие-то мобильные каловые игры. И он такой, типа, о, классно, я тоже хочу. Просто ради того, чтобы с ними заобщаться, он это сделает, понимаешь? А в России, ну, тут по-другому будет все иначе, типа. Не миру нужен, понимаешь? Нет, мы не мира рождаем, Кабина, мы рождаем маленького японца, который потом, став взрослым, пойдет жить в Японии. Ну или там, не знаю, сколько лет он пойдет в Японию. И создаст какую-то игру, понимаешь? Крутую. В России он получит только депрессию. Но это тоже хорошо. Понимаешь? Это тоже хорошо. Он просто сделает очень классную игру, вдумчивую. Кодзима это недельный индивид. Нет, Кодзима может быть создан. Сталкер с гриндом. Блин, прикиньте, сталкер с гриндом от японца. Но, типа, с русской душой. Охуеть же. Да. Не, ну вообще да, мы можем заменить. Посмотрим, как это пойдет. Вот филиал здесь в Якутске, это тот школа 21, он, кстати, только в октябре начал свои вот эти вот свои обучения. То есть первый поток студентов начал идти только вот только в октябре. Days Gone. Days Gone. Якуты тоже делали Days Gone. Так я и не говорю, что якуты не делали Days Gone. Ну делали и делали. The Day Before тут проклятый. Ну там просто, понимаешь, ну... Чисто дилетанты какие-то, это был максимально коммерческий проект, там, короче, нечисто на руку люди сидели в руководящих этих должностях, я так скажу. Ядрить, там самолет упал, по-моему. Вы видели это дерьмо? Он просто вот так вот вниз полетел. Это что было? А? Это там было в небе. Читал, как Соколов
Соколов приручает, жесть, оказывается, хозяин через сексуальное влечение с соколами управляет. То есть сокол залипает на хозяина. Жестко. Так надо создать OnlyFans для соколов, получается. Прикинь, как много соколов у тебя будет, и ты просто такой будешь тупо королем соколов. Офигеть, да? Не, ну, звучит как план. Быть королем соколов, это прям жестко. Дальше читай. Там, надеюсь, не доходит до пэттинга какого-нибудь. Когда необходимо ввести импринт, заводчик позволяет самцу птиц совокупляться своей головой. Пока на нем надета специальная шляпа с карманами для сбора спин. Классно, классно. Все-таки, да. Да. Тогда это что получается? То, что если мы увидим какого-то чела с соколом на руке, то мы можем сразу же сказать, что этот чел максимально странный. Типа то, что он, ну, немного все-таки зоофил. Или зоошлюха. Типа, он позволил птице трахнуть ему башку. Ну, это интересно. Надел мужик шляпу, а она оказалась соколу. Как раз. Да. То есть эти вот супер приручатели соколов, так скажем, которые имеют, ну скажем, ни одного сокола у себя в распоряжении, тупо являются птичьими шлюшками, типа, знаете, птичья шлюшка. Соколин сутенер. Не, тут не сутенер. Соколиный краж. Ну, ну, такое. Не, это реально типа соколиная шлюшка. Правда, тут... Не, это очень... Это даже описать сложно, типа... Утку даже, знаете. Интересная информация, интересная. Этот удивительный, прекрасный мир, в котором мы живем. За этот сумасшедший трюк мне дали всего лишь... ну 5000 нормально. Нет, Таруха. Ты и так играл, ты что? Так, поехали туда, наверх. Мясо. Да, как говорил этот, как его... Джон Сина из Киберпанка. Да. Или Сэм Смэшер, или Сэм Фишер. Шеф Шефер. Я не помню, как его звали. Стив Джофер. Да. Я в своей жизни видел только 2-3 заводчика птиц, и все они были очень странными людьми. Инфа выше отвечает на такое количество. Да. Типа... Не, смотри, я думаю, у них типа жизнь вообще, ну, сильно круто изменилась, когда они такие... Короче, представь ситуацию представь, типа... Чел такой берет, платит бабки за курс, чтобы стать соколиным типа хозяином.
Типа он такой, нормально, типа, зашибись, я заплатил 50 тысяч, начинаем обучение, там прочее. И потом в какой-то момент обучения, типа, учитель у них типа так говорит, а теперь надевайте шляпу. И ты такой смотришь на шляпу, она какая-то странная, типа, она почему-то какая-то грязная, в каких-то пятнах, и потом, типа, преподаватель так говорит, а теперь позвольте, птица, трахнуть вашу голову. Да. Ну, тупо жизнь до и после меняет, конечно, конечно. Слава богу, приручение собак таким же образом происходит. Типа, представьте себе, это вообще был бы страшный мир. Говорят, закрой глаза, открой рот. Ну, слава богу, это не так. Хотя... Не, прикиньте, а вдруг они, ну, жестко вот в этом плане как-то даже... А вдруг это им даже в какой-то момент некоторым из них нравится это все. Ну, этим птичникам. И они такие, типа... Начинают жестко наяривать в этот момент, вот в процессе всего этого и так далее, прикиньте. Страшно, страшно. А потом удивляются люди, откуда фури берутся, все в таком духе. А вот откуда все идет. А тебе представьте, что женщина таким же способом превращает мужчин. Я... Все сходится. Мы соколы, ребята, мы соколы. Правда, мы не делаем это в голову женщинам, слава богу. Ну, типа, они не одевают шляпу и все в таком духе. Это было бы странно, как минимум. Прикиньте. Слава богу, процесс всего этого иначе происходит. И как-то, ну, получше, что ли. Вам надо, да? Тарелка нужна, да? А. Слушай. Так, надо найти стингер якудзу. Но это самое легкое задание. Якудзами я братаюсь жестко. Я как бы из Якутска, да, вот это уже само за себя говорит. Чисто саха. Опа, вот она. Давай сюда, говнюк. А, погоди. А, это немного не то. У них у якудзы стингер прям с особенной расцветкой. Особенная расцветка у них еще. Тогда, получается, мне надо вот сюда поехать. Не, ну вообще, да. Я думаю, у людей каждой национальности есть такая типа тема, как типа, ну... В какой-то момент жизни они начинают убеждаться в том, что все другие нации произошли от их нации, так скажем. Ну, я так скажу тоже. Я прихожу к этому. Я скажу, что... Да. Можно было придумать какую-то шизотеорию о том, что, типа... Мои предки из холодной республики Саха-Якутия в одно время, древние времена, ушли
в сторону типа Японии и так далее, и там просто зародили типа вот эту вот культуру. Они там просто жестко зачилили и там прочее, постигли дзена и вот это вот все медитации, и потом стали самураями. И вот почему там такие жесткие типа катаны, знаете. Это все просто, ну, большие якутские ножи, но это просто, ну, превращенные в мечи. Ковка, типа, ну, катана, оно таким же образом происходит. Так вот, вот так вот. Найс. Не такая уж и сложная миссия, оказывается. Би-2 публиковали видео с теряшки. Да, все, как ты и говорил, комнаты все на полу валяются. Нифига, серьезно. Они в тюрьму попали. Я думал, их в прошлый раз оштрафовали. О, блин, наш человек. Клон. Не, сидели они жестко. Блин, Би-2 крутые получается прям. Кабина 38. И хамалы. Он ради этого и, блядь, спросил вас вот это вот, знаете, он такой, типа, вот чем бы, ну, попытаться, типа, ну, как бы, ну, в чем я выше других, так скажем. В этом году 39, а чувствую себя на 25. Воу-воу, полегче, кабина. Отложи свой скейтборд подальше. Мы не будем слушать Аврил Лавин. Подставляет опасность в спину, а мудрый смотрит ей в лицо. Колумбийский картель проигнорировал неоднократные требования убраться из нашей сферы влияния Либерти. Теперь они договариваются о сотрудничестве с ямайцами, чтобы сообща еще больше унизить нас. Сейчас в городе они ведут последнюю стадию переговоров. Возьми моего человека, укради машину Ярди и проучи этих колумбийцев. Это дело чести, чтобы никто не оставался в живых. Бля, он так сказал это убедительно. Ни разу не занервничал. И голос даже не повысил. Я уж думал, он сейчас завизжит как баба, когда скажет убить колумбийцев. I would do, fellow kids. Да. Чисто белуши. Спортом надо, да, и только вот в почтенном возрасте. Или приближаясь к почтенному возрасту, ты об этом понимаешь. Подождите, а что он сказал мне вообще? Так, дурак поворачивает спиной к опасности, умный же смотрит ей в лицо. Колумбийский картель проигнорировал неоднократно требования покинуть зону нашего влияния. Они договариваются о сделке с ямайцами, чтобы нищие... Возьми одного из моих людей, укради машину Ярди и возьми и воздай колумбийцу по заслугам. Что за машина Ярди? Кто-нибудь понимает, что такое Ярди? Отжимаешься? Да. Эх. Блин, я, кстати, вот находясь на этом обучении, похудел еще. Офигеть. Я, кстати, очень редко стал, ну, намного меньше кушать, в том плане, что я просто из-за этого обучения иногда не успеваю поесть, пойти домой, там поужинать, или вечером вот просто даже не кушаю, я просто ложусь спать, потому что я в 12 ночи возвращаюсь, 12:30 или типа того. Реально жестко худеть начал. Новые дырки проделываю вот в этом на ремне, чтобы он нормально затягивался.
И стал намного реже пить убер-квас. Вот что еще прикольно. То тоже сказывается, скорее всего. Блин, вот, кстати, вчера экзамен был. Это просто... Да. Там такие, типа, правила довольно-таки мемные. Типа, правила... Типа, ну, не знаю... Типа, концлагеря... Типа, под руководством СС, там, я не знаю. Что-то вот в этом роде вообще. Лютая жесть какая-то. Там реально, типа, жестко ходили, проверяли, там, прочее. Но они, видно, сами, типа, вот эти вот ребята, волонтеры, типа, ну, понимали абсурдность этих правил, но, типа, видимо, это какая-то такая, типа, грубо говоря, ролевая игра была, чтобы, знаете, типа, ученики могли сконцентрироваться на обучении на full concentration. Ну, точнее, на заданиях вот этих вот экзаменационных. Да. И самое забавное то, что вот во время экзамена я жестко начал понимать, что происходит вот в тех или иных кодах, типа, и что от меня требуют. Но все-таки жестко, ну, так сказать, провалился все равно. Я экзамен провалил. И это печально. И провалил я его таким образом, что... Я был уверен в том, что ответы правильные все, да? Я их даже прогонял по, там, не знаю, по автотестам, там, стилизации, типа утечки памяти. Хотя потом, как оказалось, эти проекты утечки памяти вообще бесполезны. Потому что коды маленькие, типа, ну, какая там утечка памяти и тому прочее может быть, все в таком духе. Ну, короче, логика там была. Именно проблема... построенные, типа, логики кода. Там давали, типа, готовые коды, но их надо было исправлять. Вот такая вот штука. Прикольный экзамен был. А что за правило самое абсурдное? Ну, типа, нельзя переглядываться с другими, типа, ну, учениками, которые занимаются, типа, ну, вот проходят экзамен. Не улыбаться им и так далее. Не смотреть по сторонам, не крутиться. Если ты хочешь куда-то пойти, ну, точнее, если тебе нужно в туалет, то ты должен встать и вот просто смотреть на свой монитор и никуда не должен смотреть. Типа, знаешь, не дай бог ты взгляд скинешь куда-нибудь в другую сторону или что-то в этом роде, то все. Ты будешь, типа, выгнан из экзамена, и ты дальше в дальнейшем, ну, никуда не сможешь его проходить. Ну, там, я даже зачитаю сейчас, или даже покажу, наверное. Вот. Так. Исключением с экзамена предусмотрено за просто вибрацию телефона или другого устройства в кармане, сумке или в конверте. Просто телефон у вас зазвонит или хоть, не дай бог, завибрирует. Чисто идешь, ну нахуй. Смарт-часы у тебя там так далее на руке. Тоже нахуй. Звуки, музыка из телефона и смарт-часов. Нахуй. Бутылка на столе. Будешь посажен на бутылку и пойдешь нахуй. Участник позвал голосом волонтера. Нахуй. Участник поднял руку и не встал, чтобы позвать волонтера. Нахуй. Участник... Ну это просто жесть какая-то. Любая коммуникация, переговоры, улыбки, подмигивание, переглядывание, подача знаков, качание головой, скидывание рук и прочее. Тоже туда идешь, короче. Участник списывал там, посмотрел в чужой монитор. Ну это просто пиздец. Это, конечно, просто угар. Не, ну вот эти правила, это, конечно, просто... Не удивлюсь, если это просто как-то, ну, были переписаны правила с концлагеря,
где держали военнопленных или типа того, знаете, времен Второй мировой. О! Привет, кабина. Когда комп обновишь? Спасибо за 553 рубля. Да ладно. Большое спасибо. Когда комп обновишь? Он обновленный, я просто его... Блин, я все время забываю этот... Там, короче, надписи под плеером, они не обновленные. У меня новый процессор стоит. Новая мать. Хард. Ну, короче, процессор жестко бустанул мой комп. Нереально. Шустрый. Дьяволенок стал. И корпус другой, корпус другой. Корпус вообще. Не то, что прям там с водяной херней и там прочее. Не, просто нормальный. Типа, ну, новый корпус. Крутой. Какой проц? Ну, вот просто не помню, как он точно назывался. Но могу, наверное, сейчас глянуть. Да и, наверное, показать, еще бы нет. Вот такая вот тема. Вот так вот. Но покупал и собирал ПК. Ну, точнее, покупал я это место, в котором, ну, вообще никому не советую покупать. Потому что там, ну, вообще, ну, там, ну... Там совсем, ну, плохие люди сидят. Плохие в том плане, что, ну, они не знают, как комп собирать, вот в чем. Это DNS. Это просто, блин, кошмар какой-то, тихий ужас. Короче, ну, не в обиду, конечно, человек конкретно, которому это делал все, но этот мудак, блядь, он собирал мой комп нахуй. Типа, блядь, вот просто вдумайтесь над этой вот цифрой. С 5 часов, нахуй. С 5 часов до 11, блядь, 11 вечера, нахуй. Просто долбоёб, блядь, пиздец, нахуй. Я просто охуел с этого прикола. Я самое главное, блядь, не душил, нахуй. Я сидел, блядь, терпел, нахуй. Но в какой-то момент, типа, когда наступило 9 вечера, я просто, ну, такой, начал реально охуевать в какой-то момент и спрашивать, ну, в чем проблема, я не понимаю. Они такие, типа, блин, ну, не знаю, у нас, походу, брак, типа, процессор, комп не запускается, вся херня, блядь, чё вообще? Ну, над моим компом стояло, блядь, типа 5, сука, человек, нахуй. 5, блядь, специалистов из ДНС. И эти придурки не поняли, в чем дело. Но в один момент, где-то к 10 часам, я увидел, как этот придурок делает одно и то же все время. Ну, короче, я такой просто присмотрелся. И вижу, что этот чел, знаете, что делает? Выдергивает HDMI кабели от монитора, ну, чтобы проверить, комп, ну, выдает изображение или нет, и вставляет его в мой корпус, ну, в ПК. Ну, ты понял, да, что произошло? Он так все время проверял, выходит изображение или нет. То есть этот придурок, блядь, подсоединял
HDMI кабель, вырывая его от монитора, от компа к компу, от компа к компу нахуй. Пиздец просто, блядь, вдумайтесь, вот просто... Какая, блядь, каша у него вместо мозгов у этого человека. Он, блядь, HDMI кабель вставлял к моему компу, конец которого подсоединен к тому компу, другому. То есть этот придурок целенаправленно вырывает из монитора HDMI кабель и вставляет в мой комп. Ну типа, блядь. А интересно, а как должно изображение-то появиться на этом выключенном моем мониторе-то? Без без подключенного HDMI кабеля, это типа... Ну просто я не понимаю. Я думал, если так сделать, то коротнет. Так. Типа он к Монику не подведен был. Я что сначала не понял, потом как понял. Да, и... Да, интересно, это было сейчас, это фургон-призрак. Ну, короче, смотрите. То есть, вы понимаете масштаб прикола? Масштаб прикола в том, что в этом DNS работают такие люди, которые в пятером, блядь, стояли нахуй и тупили, блядь. Все делали это действие. Они настолько, блядь, не думают и делают, что просто охуеть. Они просто делают что-то, и какого-то процесса у них в голове при этом не происходит. Типа они просто двигают руками, что-то делают, что-то вставляют. Провод, а здесь HDMI вход, ну давай, я выну с монитора, вставлю в комп, типа. Охереть. И неудивительно, что мой комп пищал в этот момент, когда они вот этой хуйней занимались от ПК на ПК, типа. Он выдавал, типа, такие, типа, ошибки, ну, такие, типа, по сигналу, говорящие о том, что происходит проблема именно с... типом с этим, звуки, ошибки, короче. Тем, что материнка, то ли там на материнку ругалась, или еще с чем-то. Короче, там такая тема происходила. Блять, конечно-то она ругалась-то, пиздец. Типа, по сути, такого кода ошибки-то не существует. Она просто говорила, что типа что-то не так с материнкой или процессором. Они все время типа считывали эти звуки как то, что происходит ошибка с процессором. Поэтому они принесли, блять, 5 новых процессоров и вставляли эти процессоры на мой комп. И также они еще типа вынимали и вставляли новые материнки все время. Это просто, дурка какая-то. А теперь самое смешное из всего этого. Это дерьмо было платное. Блин, сборка ПК в этом сраном DNS. Угадайте, сколько стоит? 4000 рублей, нахуй! Родион Петров, здорово. Привет. Здравствуй, рад видеть. 4000 рублей стоит сборка ПК. Ты выдаешь руки свой ПК вот таким вот, блин, просто конченным долбоебом. Сам собрал бы. Да, это я бы и собрал сам, если бы не узнал об этой цене. Я просто прикол в том, что там мы в кредит покупали холодильник покупали, и потом я такой, раз уж мы берем в кредит, то давайте заодно и процессор попробуем купить и как бы получить. Воспользовался моментом. То есть было насрать на все. И как бы я даже не знал о том, что... Да я тогда думал, что это бесплатно, понимаешь? Вообще, типа, не напрягаешься, в хуй не дуешь. Тебе другие люди, возьмут и соберут. И при этом, конечно же, ты думаешь, что люди, которые на зарплате, наверное, специалисты, что-то понимающие в этом.
Но потом, как я понял, что это за люди в этом ДНСе, блядь. Я так охуел просто. Ну, просто поймите меня правильно. Это, блин, пиздец полный. Я вот, короче, ну, вел, типа, так сказать, дневники в телеграм-канал. Ну, у меня там свой телеграм-канал есть. Кстати, подписывайтесь, он под плеером есть, ссылочка, заходите. Я там вот видосики скидывал, как эти челики, блядь, чистят, типа, комп, знаете. Они просто берут, блядь, пылесос для машины, там, что-то в этом духе, нахуй. И блин, это просто пиздец. Это надо видеть, на самом деле. Я сейчас, да, не, у меня, по-моему, шортс должен быть, я вам покажу сейчас. Вот. У меня не настолько широкоугольный. Отдал ПК на растерзание. Но это мне еще реально повезло, можно сказать, ребят. Там настолько отбитые люди сидят, что просто, ну, капец. Еще вот это вот моя конкретно, вот мой случай, эта история, но это просто, ну, такой лютый трэш, это реально. О, да, вот они эти видосики. Короче, зырьте. Это, ну, это просто видеть, блядь, надо. Это... Я пережил этот пиздец, чтобы вам не пришлось, так сказать. Так, вот так вот, наверное. Так, обновил комп. Вот чистка комплектующих от ДНС, блядь, это пиздец смешно. Это просто пиздец. Вы гляньте на этих уродов, блин. Это они мой башенный этот радиатор чистит, этот BlackRock. Вот я, блядь, им этот видеокарту отдал, чтобы продули нахуй. Пиздец какой-то, блядь. Я еще музыку такую вставил, чтобы, ну, чисто. Какие же кончалыги, блядь. Пиздец отбитые нахуй, блядь. Бля, и вот в какой-то момент я записал этот вот видос, короче. Это еще хуйня 3 часа. Это еще хуйня, блядь. Я, можно сказать, с ними, блядь, вот реально отработал смену нахуй с этими долбоебами, блядь. Я там, это вот всего лишь 3 часа. А я там, блядь, типа, ну, сидел с ними 6 часов в итоге-то. Они мне, сука, заплатить должны, блядь, что, ну, пиздец вообще. Собрать компьютер. Не включается ничего. Вот гляньте сейчас, подождите. Блин, там уже... Материнку второй плод принесли. Не включается. Вот они дохуя материнок принесли там со склада все материнки, все процессоры, вот именно тот, который я купил, они, короче, вот вытащили и вставляли их поочередно, типа, чтобы оно сработало. Они еще такие сказали, блин, у нас, походу, все материнки этой серии бракованные, и все процессоры тоже. Пиздец, типа. Блин, вот тут этого не видно. Вот к этому монитору они подключали, типа, HDMI. Точнее, отключали HDMI от этого монитора и вставляли мой ПК. Пиздец просто. Не, вот когда это случилось, да, вот когда я увидел и понял, что на самом деле происходит, короче, что на самом деле происходит, когда я увидел, я просто охуел. То есть я реально в голосину заржал и говорю, бля, вот типа ты это делал в течение, блядь, типа 5 часов, что мы здесь с тобой сидим нахуй, типа. А он такой на меня посмотрел, типа я, ну вот я реально матерюсь, стою перед ним.
Ты, блядь, берешь нахуй провод от монитора, выдергиваешь его HDMI кабель и вставляешь в мой ПК нахуй. Он еще типа, у него глаза такие не понимающие, что я имею в виду. Я такой еще говорю, ты, сука, понимаешь, что ты, блядь, HDMI кабель от компа к компу подсоединяешь? Ты конченый, типа, я спрашиваю. Он такой, типа, как понял? Он как понял, блядь, в глазах читалось. Ему, блядь, пизда, как стыдно было. Он просто такой посмотрел, ну, просто в стол такой посмотрел и говорит, ну, тут. А потом я еще вот написал в телеграм-канале о том, что, типа, мне комп собирают, там, ну, типа, пиздец, вот все 5 часов, такой косяк, короче. Ну, хотя бы это бесплатно, короче, я, типа, написал. А потом мне жена звонит и говорит, ты почему в телеграме пишешь, что это бесплатно? За это 4000 рублей было оплачено. А потом, когда я об этом слышал, я просто там охуел на месте просто. Я там, блядь, этого менеджера, блядь, позвал, сука, главного. Ты чё, блядь? Я, сука, за это еще деньги заплатил, блядь. Я посмотрел на свой лист, нахуй, типа, этот чековый. Просто 4000, нахуй, сборка ПК было написано. Вот за это всю хуйню я заплатил, типа, 4000. Понимаете? Вот за это, блядь. И вот за это, нахуй. Это просто, ну, блин. Я вспоминаю и как будто снова переживаю этот момент. И это просто мега абсурдно. Просто очень абсурдно. Это реально вот звучит как просто какая-то выдуманная история какой-то комедийного фильма, блядь, типа, знаете, ну, просто, блядь, пиздец. Они вернули бабки. Они мне вернули, блядь. Я просто там на месте реально охуел настолько, что просто пиздос, блядь. Я говорю этому менеджеру, ты, блядь, понимаешь, что нахуй твои вот люди, нахуй. Ну, тебе вот самому-то немного не стыдно, и, ну, ты сам понимаешь, какие у тебя люди работают, блядь, типа. Ты вот видишь этого додика, он, блядь, подсоединял нахуй мой комп, точнее, вот HDMI кабель от моего компа к другому компу. Ты понимаешь, что они это делали в течение 6 часов, что мы здесь сидим. И ты видел, как, блядь, ты сам нахуй, и твои 5 других людей, блядь, вместе собирались и думали над моим компом, как его собрать. И, блядь, ты мне должен вернуть бабки, блядь, типа, говорю, нахуй. Просто, сука, обязан. И он просто сказал, типа, ну да, конечно, мы вернем туда-сюда. Блядь, это пиздец. Вот, короче, ребят, никогда, просто ни при каких условиях, даже если все, блядь, вот эти вот магазины нахуй закрыты и так далее, блядь, никогда, блядь, не идите в ДНС. ДНС это просто, блядь, рассадник конченых людей. Ну там, ну вообще, ну они не шарят в компах. Возможно и вообще, ну я не знаю. Они не знают, наверное, даже как подтираться, наверное. Это, ну, блядь, ладно, возможно, не супер специалист в каких-то других областях. Крутые, типа, ребята. Но конкретно вот в плане техники, то есть подсоединять HDMI кабель от компа к компу, это, конечно, ну, гениально. Это просто гениально. Это просто, ну, надо быть гигантом мысли. Так, мне надо выяснить, какая машина называется Ярди в третьем GTA. GTA 3. Ярди. А, такая машина. Так, мне эту тачку надо найти. Блин, ну я, блин, все тачки наизусть не знаю. Кажись, он. Я там все, что в доме купил, бытовую технику, 4 компа на работе, телефоны, просто сам все сделал. Эсперанто. У них только покупал. Ну, просто, блин, ну это... Я от них теперь вообще, ну, пиздец. Шарахаюсь конкретно от этих вот ребят ДНС. Просто шарахаюсь. Вот ребята, которые сидят в сопротивлении, да? Вот у нас есть магазин сопротивления, где продают комплектующие для ПК, и там, ну... тебе и комп соберут, и все в таком... Вот там реально шарящие люди. Реально крутые чуваки.
Я там у них однажды комп собирал, и это было бесплатно. Вот оттуда я подумал, что типа оно... Везде вот эта вот как бы услуга, она, ну, сборка ПК, эта тема бесплатная, типа, понимаешь? И я на максимальном, ну, типа, таком... на максимальной уверенности был в том, что это, ну, бесплатно. А тут еще и платно, и такими людьми было сделано, это, конечно, интересно. У них дороже чуток, если без сборки. У них дороже чуток, если без сборки. То есть они сами предлагают тебе комп собрать. Покупать DNS можно, сопротивление я бы не сказал, что топ, но я лучше делаю. Да ты вообще, блин, мировой мужик, кабина. И высокий. И отжимаешься, ну вообще. Видать, сборка заложена в цену. Сопротивление имеешь в виду? Наверное, не знаю. Не, ну там просто очень хорошо все делается. Мне понравился сервис. У меня мой этот мой старый комп такой. Довольно-таки в плачевном состоянии был. Не доставало там всяких разных шурупов и там прочее, и все в таком духе. И как бы вот... О, нифига! Гидравлика есть. А где скачать-то? А где GTA скачать-то? В Steam? Я точно не помню, но... Ну, можно из Steam, наверное. У меня GOG версия, так скажем. Гидравлика была в третьем GTA, да. Полгерс. Я думал, что она появилась только в Сан-Андреасе. Убейте всех колумбийцев, уничтожьте машину. Вот суки, а. Так, я взял дипломат. Хо-хо-хо-хо. Так, казино. Васить тоже. Это, если что, Definitive Edition, это такая типа ремастеред версия. Прям ностальгия. Не, вообще да. То есть в памяти своей ты эту игру вот видишь именно таким образом. Типа такую более красочную, приятную, наверное. А так на самом деле ванильная версия-то она безумно мрачная. Ну точнее такая серая, там прочее. И машина управляется хуже, по-моему. Ну это такая осовремененная немного некоторых местами игра. Баги, конечно, присутствуют безумные, но не, в принципе играбельно, приятно. Или у меня в принципе такая сборка версий хорошая. Тут и русская озвучка есть такая любительская, довольно-таки забавная. В общем, в нужном месте ты найдешь нужную хорошую сборку. Даже, скорее всего, всю трилогию, типа, то есть третью GTA с Vice City и San Andreas, все Definitive Edition, и обе из них даже будут с озвучками, то есть Vice City и San Andreas, а точнее и GTA 3, а Vice City, а точнее San Andreas, он слишком мемный в своей озвучке, поэтому скорее он такой будет. Ну, в него лучше играть без русской озвучки, какая бы она ни была. Привет, Сан Санкин. Здорово, здорово. Так.
GOG-версия, которая прям GOG-версия, или GOG-версия, которая, ну, без мультиплеера. Она. Да, конечно, нет разлучки. Так, ща, смотрим. GOG-версия, которая прям GOG-версия. Так, прямо на Сергея. Как мы всей улицы собирались и играли в GTA, некоторые сидели и глазели только. Ой, времена. Не, согласен. Классное время. Блин, в один момент все, ну, короче, все ходили в гости. То один к одному, то один к другому. И у меня, когда появился ПК, у меня тоже люди начали потихоньку собираться. Но в одно время у меня было только лишь Дэнди, и, ну, самый непосещаемый гостями человек был я. То есть у одного чувака, представьте, вообще, если так подумать, если так задуматься, у меня прям двор такой был прям, ну, жестко в плане игровой, что ли, в некоторых местах. Были некоторые пацаны, которые вообще, типа, не имеют даже Дэнди, там, и так далее. Но были такие, типа, чуваки, у которых был 3DO, прикиньте, 3DO у чувака был, типа, он на видак похож и все такое. Там, в общем, типа, Doom игрался. У меня Дэнди был, у Кота там, типа, чувака, типа, Сега была. Ну, в один момент, короче, начали выпускаться какие-то новые такие, типа, ну, новое поколение консолей появилось. И у моего соседа там, на тот момент лучшего друга, был Sony PlayStation, но там у него бабушка строгая была, типа, вообще никого не впускала. И я только, типа, как, типа, ну, чисто, как бы, уже заслуживший какое-то, типа, знаете, доверие и все такое. Я и гостинцы приносил с собой из дома, типа, там какие-нибудь там пирожки и все такое. И меня, вот, его бабушка тоже отправляла там с пирожками какие-нибудь тоже. Ну, так, типа, семьями дружили. Ну и, короче, вот у него PlayStation жестко рубились. Вообще него все время сидел. Но как у меня ПК появился, блин, вообще. Там такие игры у меня начали появляться потихоньку. Типа Jedi Academy там какой-нибудь, Mega Man Legends, вот мой любимый, офигенный. Там всякое. Panasonic был, Panasonic? Панасенко выпускал свою консоль какую-то. Так. 3DO? Жесть, мне одновременно завидно жить, жаль чела. Ну, типа, да, это очень редкая консоль. Я просто сейчас... Panasonic, ну, понял. Ну, да. Не, ну, конкретно это прикольная тема, конечно, была. Там очень странные игры были, которые я сейчас вспоминаю. И там, ну, помимо Дума был какой-то абстрактный шутер, где едет какая-то пирамидка, стреляет по всяким другим абстрактным фигурам, типа квадратиков, сфер и других пирамидок. И... Ну, выглядел он интересно, прям там музыка еще такая была. Довольно-таки там интересные игры были. Важно никогда не проявлять слабость. Гекс, да. Ну там вообще. Сегодня как раз нужно собрать дань за нашу защиту. Я еще вспоминаю его Забери деньги. старшего брата, этого челика, которого... Ну, это вообще его старшего брата, наверное, была приставка 3DO. И он такой просто, ну, типа, знаешь... Дай-ка я сейчас покажу, как он примерно выглядел. Короче... Блин. Ну, не так, конечно. Я написал типичный задрот, но надо написать типичный худой задрот. Ну, короче... Блять, нет, там дальше нельзя смотреть. Ну, короче, вот он типа такой, но
с длинными патлами, как этот чел. Ну, короче, волосы, представьте, вот такие, очки такие, ну, вот, короче, это вот он такой был. И этого чувака было 3DO и там прочее, но он, короче, вообще нереальный задрот был. И мы все сидели, смотрели, как он играет в этот Doom. Просто, блин, прикиньте, у него дома прям вот в том зале, где стояла эта приставка, этот телек маленький, если так задуматься. Ну, просто как этот монитор, к примеру. Не то, чтобы маленький, ну, короче, телек, блин, представьте. Это просто жестко. Все смотрели на это дело. И я даже моментами жестко пугался и боялся вот этих вот моментов, когда какая-нибудь мразь по типу Барона Ада рычала, или вот этот вот Пинки тоже, вот, когда рыгал, вот это вот все, я типа дико охеревал. Дрожь пробегала по телу чисто. Эти адские звуки меня пугали. Ждал озвучку на Макса Пейна? Нет, у Рокстара так. Ну, да. Литературная. Ну вот. Ну он еще такой, ну, не знаю, вредный был тот чувак, помнится. Не, он в принципе, наверное, нормальный. В том плане, что он даже позволял нам всем собираться. Мы все сидели там, смотрели. Он, наверное, отчасти был добрый даже. Но в некоторых моментах он любил поддушнить прям. Но у них, ну, какие-то родители были такие, как будто бы не особо были, которые рады своим детям, или они карьеристами прям какими-то были. Видно, что они при деньгах были там прочее, но эти ребята двое, там, вот этот пацан и его старший брат, они жили вот с бабушкой. И, блин, какие же, вот я сейчас вспоминаю, этот чел, каким он уродом был, это просто пиздец. Он так кошмарил свою бабушку, типа, ба! Принеси там какую-нибудь хуйню, типа, сок там. Ба! Типа. Просто охереть. Я тогда еще, типа, охуевал от его, ну, поведения в том плане, типа, блядь, а как он так базарит со своей бабушкой, пиздец какой-то. Там реально ее в некоторых моментах даже, типа, просто нахуй посылал, там прочее. Я просто сейчас вспоминаю, блядь, вот это, и я такой, ёбаный в рот, какой же уёбок был, типа, этот чел. Чё, избалованный, что ли, был? Ну, он такой был, да, тот чел. Я сейчас не про себя рассказываю, а про того чувака, у которого мы сидели, вот этот 3DO смотрели. Я-то наоборот, я ремня получал, пизда. Ну, то есть однажды получил, и это меня запомнил на всю жизнь, блин. Я однажды просто гулял допоздна. Батя, видать, меня по всему двору искал, а потом еще и там и так далее. Там. Типа, знаете, история из разряда, блядь, ты где был, сука? Мы морги обзвонили, блядь, в таком духе. И как мне всыпали ремня, я охуел, блядь. Да. И потом уже, знаете, как вот этих вот фильмах апокалиптических, когда, типа, ну, наступает ночь. Ну, чисто, знаете, Майнкрафт нахуй, короче, лучше скажу. Наступает ночь, типа, опасность, вот там, типа... Пауки, зомбари уходят, но тут типа вот, знаете, вот чисто появляется воспоминание, чем темнее становится на улице, вот я такой, бля, пизды получу, надо, бля, срочно домой, на. От сам откуда? Да я из Якутска. Пару раз хватило. Я городском, из города Якутска. Но мне, видать, еще и, типа, ну,
Некоторые люди там как-то бывает, типа, удивляются моему русскому в плане того, что без акцента разговариваю, все в таком духе. Скорее из-за того, что мне просто вот типа со двором моим как-то вот в этом плане повезло. Он был такой многогранный, многонациональный, прям такой. Охереть вообще. Кого там только не было. Но в основном все, конечно, общались на русском. Ну и якутские сахалы, конечно, понимаю. А что в GTA 3 треки изменили или старые? Да, есть. She's on fire! She's on fire, fire! Тут еще этот трек играет из фильма «Лицо со шрамом». Тот крутой, который... Блин. Слова забыл вообще, но мотив-то как будто бы помню. Если честно, не нравятся мне эти ресастеры всякие. Ремастеры имеешь в виду? Да не, наоборот же хорошо. Блин, ну... Просто ты, наверное, не пытался запускать старые игры на своем новом ПК или типа того, знаешь. Это просто гемор полный. Я когда... Ну, короче, где-то в 60 или хотя бы, ну, точно в 50% случается такая тема, то, что без танцев с бубнами у тебя старая игра просто, сука, не запустится. Ну, там какая-нибудь игра, типа... 90-х годов или начала нулевых. Очень часто встречают такие игры, которые просто из-за особенностей своего движка, наверное, или еще из-за каких-то других моментов. Эта мразь у тебя просто на компе не запустится. А если и даже запустится, то на разрешении, блин, вдумайся, 800 на 600. Это, ну типа... Ты вот в такой маленький квадратик просто смотришь, вот такой вот квадратик смотришь, ты такой сидишь, типа, чё там, блин? А, push it to the limit, да, спасибо, да, вот. Push it to the limit. Welcome to the limit. Kenjis. Нифига себе. Казино так называется. Kenjis. Погоня за баблом. Получено достижение. Push it to the limit. О, вспомнил. Так, надо бы какую-то машину угнать. You crazy idiot. Недавно Принц Перси 2 Трона играл. Также Call of Duty MV. Ну, были такие некоторые игры, которые вот, просто ублюдские, которые нормально запускаются. То есть, бывают такие сборки игр, которые уже имеют какие-то нормальные настройки, там прочее. Или, скорее всего, патчами их как-то обновляют, если ты ее покупаешь со Steam или типа того. Но бывает так, что игра просто, не продается, старая игра. Это очень частая такая типа тема. В особенности это происходит, когда, знаешь, истекают авторские права на музыку, просто на музыку в игре. Это вообще жесть какая-то. То есть создатель игры должен закупить права на ту или иную музыку, которая у него есть в игре, снова. Но если он этого не делает, то все, игра нахуй просто уходит из магазина, с продаж и не имеет права продаваться как коммерческий продукт и тому прочее, потому что он нарушает авторские права какого-нибудь там автора, там песни и так далее.
И это, конечно, печально. Без ремастера. Не, ну вообще я бы не отказался от ремастера Принца Персии. Первые Пески времени. Вот этого я бы, блин, да. Она крутая. Вот что-что, но Пески времени, Принц Персии, там прям такая атмосфера уникальная. Прям, типа, вот именно арабские вот эти вот ночи, типа такие около сказочные, прям такие завораживающие, прикольные. У Песков же был ремейк, не? Отличный момент, чтобы прийти. Наверное, показать твое не знаю. истинное лицо. Твоя прошлая попытка Ну, возможно, убедить какой-то его, что не был. стоит водить дружбу с картелем. Но я как-то этого не помню, не почувствовал. Я играл его в каком-то году, он был типа окейный. Словно хот-догами. Эти картельные свиньи смеются над нами, надо мной. Я даю тебе последний шанс, чтобы доказать, что моя сестра не ошибалась в тебе. Закопай всех этих мразей, и пусть твой позор смоют реки крови врагов. Блин, какой-то азиатский Алексей Шевцов на меня наорал, блядь. Придурки, я ему столько кейсов с деньгами принес, а он еще, сука, недовольный. Я вообще не понял. А че он расстроился? Какая-то новая банда только что ограбила магазин, они забрали все. Ты как удачно, что ты показал свою бесполезную рожу именно сейчас. Похоже, твои попытки убедить ямайцев не заключать сделку с картелем оказались совершенно недостаточными. Дилеры и арди заполнили город. Пакетики с панка продаются как горячие пирожки. Понял, понял. Вот если бы этой проблемой забеспокоился бы не я один, а все, сука, якудзы, которые, ну, типа, он вроде как якудза, который, типа, ну, не один человек, а их много. Вот тогда, возможно, что-то изменилось бы, но... Алло?
И ты тоже провалил. Программирование это не по-своему. Главное потом понял. О, вообще, такой уровень. Короче, тест, программа проекта заработать на логику. Там, короче, условия на то цифра так будут, как она под это бардата но логика раз имеется в виду Тора строка лишние типа зачем надо, если можно просто на потом более Я sim, quando bateu. Cadê o braço? É, красный надо. Где брат? и софтвер было И че когда пересдача не вообще значит издание мне разум пользуется вещество попасть мне это запрещает что пацанам стороны какой-то странный бэк правила авторитет прочее один только интенсив применения буду и тебе вообще запрещено общаться с людьми из основной учебы тебе аудитория просто их хотят чем будет пути. Главное то, что посещаемость говорю временно сложно на активность контроль момент. И пока не передали мурал, подумал для меня интент поехаться. Проверку выдать. Потом вернее дома. Он, наверное, также не джуниор разделяет доктора, он приехал и миллион экономить. Программирование Сбербанка. Сбербанка. Ну, там
Совокупный был один. А мы с Грибаном не что-то поем. Тоже штуки. Часом. Бесплатно я это. Это команда ладно. Основа хана, например. Желание. И куда генерим был. Прекрасно. Здорово. Вот я барахал. А ты? Просто... Саш только по Петербургу потянет. О, вообще. Конкретно то. Маски. Короче, методика обучения peer-to-peer равная равному. То есть юнидер и юнидер и там видел, когда говорят потом, то нужно обсуждать тему, и тогда они так понимают, обучают таким образом. Юнидер над тобой не стоит и не обучает. Он и пьяный поэтаж. В смысле, типа, никто нас обучать не будет, то делать? Нет. Как так не такая контроль это уже когда-то. Вообще улов, да. Улов, она здесь он поврежденный. А ну да. Что происходит? Это интенсив, а потом основной обучение. На основе могут обучаться школы. Или там отбирает. Какой-то спорт, работа. Там запрещают общаться с людьми, которые прошли на основу. Типа вообще. Полджана Валадан. БЛРТ мягкий знак, где он вопросительный знак 77? Ахахахаха, и он что со стрима ушел? Ахахалять, у вас стример ушел со стрима? Просто встал и ушел. Ха-ха-ха-ха, хостел стримит чешо? Ау. Может он там подавился водой или об угол споткнулся и без сознания валяется. Ахаха, ну ладно, я тогда тоже возьму и уйду и не буду ничего не писать, пока не придет. Так. Привет, Фрешмидорова. Да, я вернулся. Родители приходили, проводил их, встретил. Вещи забирали. Мочим дилеров. Как говорится, лев против, или будет правильно сказать, Нолан против. Даем бой наркодилерам. Добрый стрим. Случайные жертвы в борьбе с наркотиками. Это нормально. Бедная бабушка не донесла пряники до дома.
Днем перспективею. Феста, 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 феста. Бать. Блин, вот реально, я один этим занимаюсь во всем городе. Вроде как же, сука, блин, якудза, организация древняя, причем, где все эти ниндзя? Где все эти ассасины? Ёлы-палы. Блин, сука, я тебя сейчас перееду. А ты сколько зарабатываешь на стримах? Нисколько иногда. Я вообще на этом, по сути, иногда не зарабатываю вовсе. Ну, иногда кто-то донатит, иногда кто-то это. Сейчас вот при таком количестве зрителей и как бы заработка никакого нет совершенно. Это совершенно типа какая-то, ну, бредовая вот эта вот идея, точнее, даже не идея, а какой-то бредовый стереотип о том, что если ты, ну, чел запустил поток, то все, он пиздец богатый и купается в деньгах. Потому что всякие разные видосы, конечно, всплывают на ютубе и там прочее везде, как типа донаты прилетают, типа большие людям и там прочее. Это брехня все. Чисто я просто уже, ну, по-другому играть не умею. Ну, так нравится, типа. Чтобы какой-нибудь гайдин, да, пошел, типа, своим здоровьем рисковал. Один из ярдит скрылся. Ну, блин, классно, что я могу сказать. Я без колес, и просто ничего не могу поделать. Блин, этот вертолет. Ну, вспомнился вот эта вот песня. Вы не успели убить 8 ярди. Ну, классно. Вот про волшебника в голубом вертолете, который подарит эскимо. Короче, сейчас все идеально сделаем, всех убьем. Не должно быть никаких лишних жертв, и все будет хорошо. Не, ну конечно бы еще машинку побыстрее. В идеале. Вот Стингер возьмем. Это не баншу. Банша с полоской посередине. И форма другая. Ну давай, говна, кусок дерьма. А, там не важно какого цвета, главное, чтобы полоска была. Ну и где тут мудак? А, ну один скрылся. Ну конечно. Давай, давай, давай. Только троих успел убить. Ну что так плохо-то? Ну, сука, вот машину перевернулась, взорвалась и все по трубе пошло.
через одно место. Блин, эта игра прям про такие случайности всякие. Не повезло. Чисто анлаки. Да ёб твою мать, пожалуйста. Один из ярди скрылся. Ну, балдеж, балдеж. Блин, тоже перевернись еще. О, тихо, нормально. На, собака дерьма. Отлично. Так, сейчас, подождите. Один из ярди скрылся. Блин, надо успевать их убивать, пока они не скроются. О, убиваешь, и один прибавляется. О, там двое сразу на одном месте. Повезло, повезло. Блин, и он же скрылся, вот этот вот. О, вот он, банш. Ебись. Не туда, не туда. Я думал, он как-то... И... Блин, вот именно он скрылся. Да ты чё нахер? Давай, 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 давай. Чувствую, не успеваю, блин. На, тварь. Собака дикая, да. Да, играл. Она мне понравилась. Она еще и обновляется сейчас до сих пор. Потом какое-нибудь крутое обновление будет у него, я в него обязательно поиграю еще. Я его уже заспидранил даже. У меня спидран есть на YouTube канале. Имеется спидран? Озвучка топ вообще, да. Якудза. Смешной якудза. Не перевернись, не перевернись, не перевернись. Не утони. Ебать, я чё блин. А, боже мой, почему я стреляю, он не попадает? Давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Григорий Николян, здорово. Ты похож на Джеки Чана из фильма «Карате пацан» 2008 года. Блин, жалко, я тебя не вижу, как на кого-то похож. Ну а так круто, конечно, я выгляжу. Красавчик чисто, Джеки Чан 2008 года. Балдеж. Так. Бегал в магазин, так что скажешь за Atomic Heart? Да, хорошая игра Atomic Heart. Ну вот, правда, я вот эти вот DLC не играл еще. Надо бы поиграть. Это да. Так. О, вот эти ребята, вот эти ребята. Ты походил вроде программирование так лет? Да, я вообще очень мало
стал кушать, все время провожу вот за учебой. Пипец, я сам удивляюсь самому, какой я, типа, такой, блин. Ну, там как-то, не знаю, как это работает, ну, короче, прям... Видимо, из-за того, что я конкретно сам заинтересован в теме, сильно влияет, ну и как-то я прям... дедлайны. Вот это да, там дедлайны такие просто ставятся, что просто пиздец. Типа, стараешься до конца дедлайна успеть сдать работу и так далее. А дедлайны там ставятся, ну, типа в 11:30 и там прочее, и поэтому ты такой, как бы, ну, с одной стороны, зашибись, да, ты можешь, как бы, время есть, но вот с другой стороны, это, конечно, такое себе. Да. Вот там еще есть такой слоган якобы о том, что программированием может заниматься любой человек, можно совмещать с работой. Блин, пиздеж. Чистой воды пиздеж. Вообще невозможно. Там, где работаешь, там я занимаюсь этим. Графическим дизайном. Графический дизайн. Да и по образованию вообще не математик, не программист. А по образованию юрист. Вообще гуманитарий. Какой царствие твое. Короче, слушай, отправляйся в Бэдфорд-Пойнт. Там у меня тайник в старой тачке. Мне он срочно нужен. Кто звонил? Программирование это ни хрена не легко, как говорят во всяких рекламах, скиллбоксах всяких. Да, вот это вот пипец, пиздеж жесткий, типа... Любой может заниматься программированием там и так далее. Какой же, блин, вообще пиздец. Не, конечно, если пересилить себя и вот это вот все, возможно, но вот это вот, ну, барьер безумный. Порог вхождения нереально высокий. Особенно тот момент, что именно вот это вот в школе 21, там же вот идет изучение чистого C, языка C. Это, ну, блин, это сложно. То есть сами программисты, которые опытны там прочие, они... Там есть такие, которые типа математики и так далее. Короче, это просто жесть. Целую засос, Каталина, пора тебе. Умри, паршивый пес, умри. А, меня Каталин подставил, прикинь. Ну. А я буду сидеть ждать. Да ну, что-то не вообще. Надо не с калаша стрелять, а с УЗИшки, походу. Блин, там мразь Каталина меня подставила. О! Огонь вообще. HTML, PHP, CSS, C++, всякое. Ну, хоть какие-то базовые знания должны быть. Ну, вообще, с одной стороны, очень даже правильно, что они, ну, вот Гудзон тоже подтверждает эту тему. Это толковая тема, то, что они сразу дают понятие, ну, типа такой
прям, ну, жесткий фундамент залаживают в мозг. Именно вот этот язык C. Типа начать вот с таких вот вещей сложных, а потом уже, когда ты, ну, не знаю, захочешь там что-нибудь сделать, там прочее, там уже как будто бы, типа, должно быть проще, потому что языки другие, типа, как говорят, я сам не знаю, не видел ни разу, типа, там, C-Sharp, C++ не видел, и тем более Python не видел, но мемы всякие разные, видосы, там, прочее, вот это вот все, они все говорят о том, что, ну, самое сложное это C, и самое легкое это Python, типа. Очень похожи все. Угу. Погоди-ка, а у меня есть настройки радио? А, в натуре? О. Да, и математики жестко шарят и понимают, что происходит. Блин. Не люблю математик. Да. Математики там прям жестко понимается. Я в математике тоже вообще не силен. Да она не особо нужна. Не, прикол-то в том, что она вполне себе нужна, потому что ты понимаешь многие вещи, типа там формулы, там прочее. Короче, там как бы порог вхождения легче становится, потому что ты понимаешь некоторые моменты. Ну да, типа там, ну, с математическими знаниями люди прям такие, о, я понимаю, что тут написано, типа. Прости, месье. О, здравствуй, месье. Здравствуй, Нитрок. Рад видеть, рад видеть. О, Вован! Здорово, здорово. Из Техаса от Мэтью МакКонахи. Ну, привет. Хуй знает, типа... Я только из актеров Джеки Чана знаю, ну, типа, из Китая, короче, вот. Привет из Китая от Джеки Чана. Меня уже Джеки Чаном назвали в 2008 года версии. Не здрасте, не привет, а просто Джеки Чан 2008 год. Здорово тебе. Блин, это, конечно, миссия такая. Даже спорить не буду, похож. Да, красавчик, я тоже не поспорил с ними, говорю, ну, блин, я красавец, конечно. Это же Definitive, да. Ебал того рот, это просто... Короче, слушай. Уеду нахуй оттуда. Короче, просто уеду оттуда нахуй. RTX есть? Нет, нету. Я смотрел на настройках, нету. Но картинка вполне себе крутая. Тени окей, текстурки окей. Баги есть. Но не такие шакальные ублюдки, как были на релизе. В общем, играбельно. Нормально. Вот реально окей. Вот окей. Хорошая тема. Рекомендую.
Картинка норм, машинки блестят, 10 из 10 игра. 100 наград. Блин, почти как стишок какой-то прозвучал. Блин, зря, наверное, машину так поставил, сейчас она же взорвется, да? Умри, паршивый пес, умри. Умри, собака дикая, мне говорят. Come to daddy. Ха-ха. Да идите нахуй, реально. Ну все, умен, велик. Чисто разум. Над мозг. Блять, мистер Коп. Отъебись, мистер Коп, отъебись от меня. Блять, это что за грузовики полные? Клоунские, что ли, какие-то грузовики? Их надо взорвать, очевидно. О, подарок короля. Найс. Щитакань, что ли? Игра выглядит как воспоминания об играх из детства, типа воспоминания. Да. Я тоже об этом говорил. Типа, ты помнишь ее такой. Вот она прям, вот чистое воплощение этих слов. Да. На самом деле неплохой ремастер, но старт у нее был дерьмо, конечно. Вау. С щитаками, что ли, играешь? В смысле, типа, я без щитов играю, не? Если ты об этом. Матрица генерирует там... Да, есть такое. Эх. Блин, мокрый асфальт — это мокрый асфальт. Поворачивать трудно. Доставка животных прямо в дому, причем ночью. Ну это по радио, типа реклама такая прозвучала странная. Что люди делают с животными ночью? Типа еще он так что-то сказал, типа из разряда: что, не можете уснуть ночью, не обняв кого-либо или что-то в этом роде? Доставка животных по ночам, что-то типа того. Мы доставим вашего пушистого котенка к вам домой. Вот the fuck? Там разрывается все из людей. Ты не понял, это челики, блять, с жилетами из динамитов. У них они смеются, бегут на меня и взрываются. Понимаешь? А они камикадзе, типа. Прощай, папарацци. Тут один журналист что-то вынюхивает. Мы с Марией немного отдохнем, пока ты не избавишься от этого назойливого писаки. Пока ты это читаешь, он, вероятно, в гавани. Угони полицейский катер и потопи его карьеру. Подожди. Полицейский катер? Угнать? Чего? Как называется самец кукушки? О, кукушонок.
Кукаш. Тишь. Какашка. Хе-хе-хе. Кукуш. Кошка. Кишка. Куш. Правильно, кукух. Блин. Мог бы догадаться в какой-то момент. Мог бы догадаться. Шучу. Тогда как? Погоди. Не знаю. Ну нет такого понятия, понимаешь? Они все одного пола, как будто бы, типа, ну это как назвать, типа, точнее, какого пола человек, блядь, типа, ну, человек, ну, типа. Да это же мой прекрасный работничек. Кукух. Мария сейчас занята. Но я ей передам, что ты звонил. Кто это, сука? Я бы и сама вышла, но я очень хочу писать, окей? Пора встретиться с моим знакомым копом. Это деньги за его последнюю О! работу, что он сделал для нас. Разумеется, он очень осторожен. Почему перестал работать следаком? Перспективная работа же полное говно, а не перспектива. Перспектива... Блин, не, ну просто это не мое. Не мое. Не мое. Почему перестал работать следаком? Перспективная работа же. Не, кал, так скажу. Ну, короче, смотри, ну, во-первых, как-то Кал-кал. вообще не полюбил эту работу, во-первых. Во-вторых, начальство было полным дерьмом, то есть начальство, которое вот было именно в самом отделе, да, и стрессовое, конечно, но там негативных моментов очень много. Я дома практически не бывал, приходил типа всегда, в течение одного года, представь, ты все время приходишь в 11 ночи, 12 ночи, если повезет, дай боже, нахуй, в 8 вечера придешь, в 9 вечера, типа, ну, ты еще можешь увидеть, типа, жену и детей, типа, пока они не спят, типа, ну, это просто, ну, забей, вопрос, если так подумать, ну, конечно, ты не знаешь, как это вообще, да, ну, эта профессия сильно романтизированная, но на деле это просто полная хуйня, ты просто являешься винтиком в системе, где ты должен сидеть и печатать, типа, вот, и все. Работа для фанатов. Да, привет, Гром Задира. Она больше такая, да, вот прям для людей, которые хотят, не знаю, получить побольше звезд и там прочее в звании. Ну, короче, это не для меня. Я просто, ну его нахуй. Людям нравится некоторым реально, но даже они охуевают. Тут в те годы, когда я там работал, там один человек вообще стал начальником следствия, ну точнее, как это будет правильно? Короче, в отделе полиции он стал начальником следствия. Вот так, начальником следствия типа своего отдела. А парень молодой, можно сказать. То есть там как бы карьерный рост, там прочее, конечно, реальная тема, но, короче, это очень душная хуйня. Так что, ну просто, если вдруг кто-то думает о том, что типа эта работа перспективная, и ты будешь там типа, блядь, чисто на Шерлоке Холмсе хуярить там и тому прочее, типа чисто майор Гром. Сразу, типа, попуститесь, ребята. Ты просто, ну, сидишь, печатаешь, дома своего не видишь.
Это мне еще, конечно, ну, так себе было, потому что я, типа, человек еще и семейный. А вот людям, холостякам, у которых, типа, дома нет никого, кто их ждет, да, и они, в принципе, могут работать. Они все, в принципе, могут работать. Друг тоже работал с следаком, говорил, вообще личной жизни нету, говорил. То есть опером. О, опера это вообще тоже. Эти ребята все время в движении. То тут, то там. Сходи того, найди, сходи того, узнай, и там прочее, и так далее, и так далее. Пиздец. Работа типа такая. Типа вот если работа с следаком, она больше сидячая, то опер это просто, блядь, вечный, сука, двигатель, который никогда не остановится. Он должен быть везде и всюду и так далее. Ну, короче, он везде всем нужен. Тоже не сладкая жизнь, я вам скажу. Ни в коем разе. Блин. Ублюдок дерьма кусок. Так. Go, go, go. Так что... Как бы... В этой жизни вы успеете много кем побывать, я вам так скажу. Находясь на какой-то определенной работе, возможно, вас посетит мысль о том, что все, пиздец, это вот моя конечная. Я здесь буду работать до конца своей жизни. Или, возможно, вы это говорите с любовью, типа к своей работе. Но по факту-то всякое может случиться. Можете кем угодно работать. Кем я только не работал в этой жизни в натуре. Да, это вам не Каневский, который типа... Вот цитирую Каневского. Типа... И Шерлоком Холмсом он, конечно же, не был. Или что-то в этом роде, типа. Это, конечно, совсем другая история. Так и такое. Опа. Ты должно быть новой посыльные суки. Принес мне деньги. Тут вся сумма. Я знаю, что ты думаешь. Еще один продажный коп. Что ж, это продажный мир. Эти отцовские из внутреннего расследования занялись мною только из-за того, что я потерял 2 партнеров. Они прямо чуют мой запах. Да весь этот город одна большая помойная яма. Знаешь, я тоже иногда могу подкинуть кое-какую работенку. Если что, ты знаешь, где меня найти. Этот чел, по-моему, из первой GTA, если че. Это тот ублюдский коп, который меня все время хуесосил, блядь. Материл меня и ругал всячески. Булил меня, мразь. Очень похож на него. Кто продает все свои темные делишки? Чертов стукач! Он в центре Ньюпорта под охраной здания защиты свидетелей, которая позади стоянки. Чтобы выкурить его наружу, подорви этот дом. А потом убедись, что он больше никому не будет стучать. Бля, чисто SF идет на мид, нахуй. Так сказать. Так, пойдем. Тыщ, тыщ. Ну-ка, бэха, что ли? Далдул играл. Далдул. Че за далдонская игра, я подумал. Да, Балдур играл, конечно. Огонь игра. Вообще крутая. Хорошая. Она вот как раз таки, знаешь, как-то освежила те ощущения и впечатления, когда ты играешь какую-то крутую... О, крутую 3D, крутую RPG игру. По типу, когда ты в первый раз, например, сел играть там Котора или там Mass Effect. Да. Так, а какая задача у нас? Подожги квартиру, что это выкурит. А!
Так, а у меня есть? У меня нет. Нужен коктейль Молотова, да? Короче, только бесконечно лето. 3D там вообще застал. Типа он реально есть? 3D? Я бы глянул на это, конечно. Балд типа же первый Fallout был. Но первый Балдор вообще, ну, тогдашние РПГшки все друг на друга были похожи, да. Просто отличие было в том, что некоторые РПГшки были в реальном времени, а Fallout, к примеру, был пошаговый. Ёбана в рот. Так. Ясно. А, сработало, окей. Граната подойдет. Хе-хе-хе, попался говнюк дерьма. О, скоро оперативно подъехала. Ха! Я ненавижу такие игры, поэтому не разбираюсь. Надо пробовать хорошая игруха. Ты про Балдур? Да, хорошая игра, правда, очень хорошая. Но просто, да, там у нее... В смысле скрылся, блядь, я его взорвал же буквально, нет? Или это мразь вышел из машины? Я не понял. Он реально выбежал, что ли, из машины? Не, ребят, времени нету, даже на Alan Wake 2 не могу пройти. О, Alan Wake 2, но он такой. Не, ну как бы вообще, не спорю, совершенно. Если нет времени, то уж лучше реально, типа, просто после рабочего время сесть, типа, с баночкой чего-нибудь или там кружечкой чего-нибудь. Да и чилить просто это. Ну, типа, просто уже, ну, не твой способ отдыха, типа, уже отвык от этих делов. А если уже играть игры, то что-нибудь такое, не знаю. Ну, хер его знает. Что-нибудь сессионное, наверное, да? Пиво давно не пил, уже устал. Ну, баночку колы и так далее. Я сейчас тоже вообще вот конкретно сократил вот эти вот выпивания убер-квас и там прочее. Это, ну, всё. Реально организм уже не молодой, ну его нахер. Ах ты, гондонский! Я вот, кстати, сейчас перестал вообще к этому дерьму притрагиваться. Реально, я похудел. Я худею. То есть я продолжаю худеть. Скоро стану вообще реально, типа, ну... красавцем небывалым. Помолодею, что капец. Так что, да, ребята. Это такое себе. Да вы не будак, дерьма, сука, ты что? Машина. О, боже мой, он не хотел уходить вообще из этой странной машины.
Этот падёнок. Ауч. Sorry, мадам. А, давайте-ка я просто долол. Подождите. Короче, смотрите, сейчас снова включаю мозг свой. Снова. На умничах, короче, делаю. На супер умничах. Тупо умник. Вот, зырьте. Сетап делаем, сетап. Эта мразь не уедет отсюда. Это был первый сетап. Вот это второй сетап. Все. Блин, дерьмо. Вот. Чуть не взорвал еще себе. Ебать, спасибо, Громзадир, это 1000 рублей. Жесть. Бля. Такси! Такси! Бля. Мудак. Блин, спасибо большое за 1000 рублей, Громзадира. От души. От души. Блин, чё вы балуете меня сегодня? Прям так много донатов, охереть можно. За шо и откуда? Да, почти сработал. Короче, машина нужна потяжелее. Блин, я его плохо поставил, эта машина, это очевидно. Он его просто вытолкнул и уехал. Блин, спасибо, спасибо. Эх, сейчас, блин, вот за обучение, если что, буду, наверное, редко подрубать. Вот, дай боже, наверное, скорее всего, по выходным. Но это, наверное, продолжится недолго. Ну, как бы, 3 недели максимум. Айрон Дондон, это я же. А, окей. Спасибо, спасибо большое. Да. Но, знаете, в чем большой плюс? Потом, блин, мы будем сидеть, наверное, прямо на стриме и кодить всякое дерьмо. О, вот это вот будет реально весело. То есть это будет даже типа весело. Я буду думать о том, что это вот реально весело. Фан чистый. Все, изи. Найс. Хорошему человеку не жалко. А, блин, спасибо большое. Приятно слышать. Так. Давайте на R пойдем. Будем работать на продажного копа. Да, только хорошие люди так поступают. Надо же все-таки как-то... Блин, тихо. Ты меня за шо вообще стреляешь? Чё вообще? Вы кто такие, блядь? Ну-ка. Ямайские ублюдки. Пошли нахуй. Пиздец. Ебать, вот кто-то хейтно. Ну вообще... Чем я это заслужил?
Я даже на них работал уже, на этих ребят, на растаманов этих. Чё они ко мне пристали? Вроде нормально общались. Рука помощи. Блин, ну одежда, вот, конечно, вот Клода прикольная. Один командир организовал оружейный бизнес в Рокфорде. Мы с ним были в Никарагуа. Бля, он в этом туалете живет, что ли? На него вчера наехали какие-то подонки из картеля и сказали, что сегодня заберут кое-что. Я не удивлюсь, если в одной из кабинок есть подушка, там матрас какой-то. Если сам помог, но старый радикулит снова скрутил. В общем, удачи тебе. Ну да, удачи мне. Миссии у этого чувака, конечно, жесткие, так. О, кстати, надо пойти закупиться в ammunition. Блин. Курума. Легендарная машина в GTA. Начиная с этой части, хотя тут много машин, которые... Вот интересно, в шестой части GTA будет там Курума, Банши, и будут ли эти машины считаться типа раритетом, знаете? Так-то если подумать, это же типа довольно-таки старая машина. Блин, как они меня достали, сука. Так. А что он сказал? Я вообще настолько не понимаю. Так, старый армейский друг организовал бизнес в Рокфорде. Мы с ним служили в Никарагуа в те годы, когда правительство знало, что делать. Вчера какие-то картельные сволочи избили его и сказали, что сегодня приедут за его товаром. Ему нужно помочь. А уж он в долгу не останется и даст тебе скидку на свой товар. Я бы сам помог, но что-то у меня седалищный нерв расшалился. Ясно. Жопа. Диарея. Геморрой. Ну и в общем, можно не продолжать. Вархаммер не интересуешься? Интересуюсь. Так, еще подожди. Так, как будто бы просто заехать надо. Вот жду Space Marine 2, а Warhammer именно тот, который не 40, а классический, который... Он... Не ядрить танк. Total War. Звонил, но я думал, он пришлет побольше бойцов. Не могу поверить, что эти трусливые подонки снова оставили меня без прикрытия. Но ты руки лучше, чем одна, так что бери все, что тебе пригодится. Колумбийцы придут с минуты на минуту. Колумбийцы. О, эмочка. Спас 12. Спас 12. Так, калаш есть. Не, нормально. А танк не вариант вообще? Сука, закрыто. О, да там базука есть. А у него руки нет, смотрите. Блин, какой-то знакомый персонаж, он, по-моему... Черт их дери, они уже здесь! Заряжай! Блять! Блин, я давно, если что, эти вот не играл. Стратежки там прочее. Не, я вот насчет этих вархаммеров, которые типа фантазийных, имеется в виду, которые
не знаю, трушные, наверное, считаются. Ну или как не трушные, или скорее оригинальные. Которые не стали, типа, вот этими вот войнами будущего и там прочее, где идет бесконечная война. Они все крутые. То есть в Вархаммере, в том, котором ты играешь, меня, например, вот эти вот крысолюды удивили. Сволочи такие жесткие, конечно. Их очень много и так далее. Они своего рода... Если бы ты тогда был в Никарагуа, возможно, я бы не потерял руку. Если тебе понадобится оружие, то не стесняйся, бери все, что понадобится из ящика. Только не забудь оплатить. А теперь сваливай. Нормально. Разберусь. Интересно, вселенная, да. Очень интересно. Эх. Но удивляет меня тот момент, что они, сука, вот свои права не продают на экранизацию. Какого черта? Такая безумная фанбаза и вообще, ну... Очень мало каких-то картин там прочее. Да, я вот, ну... Да, Скейвены, вот я про Скейвенов говорил. Они же вообще, типа, их дохера там, типа, как чума какая-то, просто безумная. И так далее. Вот эти вот все вселенные, вот Вархаммеров, они все, как будто бы, вот знаешь, мир которого уже, по сути, находится на грани коллапса, конца света, и все в таком духе. Это просто лютейший пиздец. Вот если вспоминать про 40 тысяч, там же есть вот эта вот раса инопланетная, типа рой этот херов. Просто жизнь какая-то. Типа показывают карту вселенной, и там типа вот это вот, ну, не туманности, это типа, это просто рой так летит, типа. И самое что безумное, типа, как мне вот друг рассказывал, то, что они убегают от кого-то еще, типа. Не просто пожирают планету на своем пути, типа, и все, что там есть, а убегают от чего-то, типа. Просто безумие. Да, тираниды. Это просто лютый. Какой-то безумный трэш. Так, что это такое? Быстрые тачки, легкие деньги. Это король Кортни. Мои ярди хотят устроить хорошую гонку, а я слышал, что ты крутой водила. Приезжай на свои тачки на пустырь за стадионом и жди там других участников заезда. А, я это уже проходил. Контрольными точками. Ладно. Кто пройдет контрольную точку первым, получит приз и так далее. Если ты пройдешь больше контрольных точек, чем мои ребята, я дам тебе небольшую работу. Да, жесткая вселенная. Там все буквально типа таким. Там вот если что-то происходит, это вот просто, ну типа, ну как бы с таким безумным привлечением это все подается, типа просто жизнь какая-то. Типа, ну не знаю, там типа хз. Император уронил свой стакан, и при падении оно образовало взрыв такой силы, что целый город исчез и всякое такое. Там просто такие, типа, всякие разные, типа, вещи происходят, и просто пиздец какой-то и так далее. Там планета уничтожается чуть ли не, типа, каждый день, там прочее. Там. Если бы я вдруг, типа, оказался в какой-то вселенной, я бы просто завопил от ужаса, если бы я вдруг понял, что оказался во вселенной Вархаммера. Неважно какого. Это вот просто лютый пиздец какой-то. Я бы сразу был бы уверен в том, что я, скорее всего, до 30 лет не доживу. Да какой уж 30-20 лет. Средняя продолжительность в жизни в этой вселенной, я думаю, ну, блин, очень мала. Крайне мала, как говорил один чел. Вероятность фаер-резиста крайне мала.
Лучше Ведьмака и Варкрафта. Ну да, ну вообще, я говорю, фан-база там лютейшие, там прочее и так далее. Но блин, как эти вот из Games Workshop, вот эти вот ребята не продают свои права. Просто стали в позу и не продают, не дают никому. Разве что иногда они и редко что-то снимают. Ну вот в последнее время стали хоть какие-то CGI картины выходить более-менее. Найс. Вот этот трек. Пых, пых. Нет, урод. А, забрал. Ой, я копу переехал. И мне звезда не появилась. Не стуканул, не сообщил. Ай, да ну нахер. Я добегу до финиша, я добегу. Блять, стой, гондон! О! Он затупил! Он идиот! Блять, этот не идиот, он доедет, походу. Сука! Блин, какой же медленный кал дерьма я взял. Давай, спокойной ночи, Гром. Большое спасибо за донаты от души. Спокойной ночи. Я тоже скоро пойду спать, скорее всего. Надо бы выспаться в какой-то веке, реально. Так. Блин, сегодня так нормально вообще. Квест выполнили много. Ну, миссии точнее. 9000. Пойдет. Так, что там? Поехали на R. На очередную миссию от продажного попа. Мистер Продажнич. Было бы прикольно, если бы у него еще на рингтоне у этого продажного копа, типа, знаете, играла бы музыка из разряда за деньги, да, вот это вот. Уничтожение улик. Угу. Он до сих пор не встал с унитаза. Он, по-моему, там спит. Я знаю одного очень важного человека в городе с довольно экзотическим вкусом и деньгами для его удовлетворения. Против него выдвинуто обвинение. Откуда он понимает, что это именно я? Сняли на вечеринке в морге или еще где. Улики скоро собираются вести в суд. Типа по обуви или Машину с уликами и собрать все до одной. по звуку шагов. Как только соберешь все улики, оставь их в машине и взорви ее. Окей. Если ты это провернешь, то все будут в плюсе, парень. Все будут в плюсе. Но вроде инструкции он мне простые дал. Забирай улики, садись в машину, взрывай машину. Что происходит? А,
сука, тут эстакада, он снизу едет. Так, я Бэтмен! Тихо, 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 тихо. Ух. Типа мне забрать эту машину, не взрывать, наверное, да? Сука. Блин, просто грузовик. Точнее, тягач, наполненный кокаином. Или чем он там? Едрить. Ел. Улика выпала. Вот как это работает. Блин, понял. Блин, вот, сука, надо бы машину сменить тогда. Давай, Курумка, гони. Мы доедем, мы выживем. Да, да, сука! Ты чё, мне... Лучший выпускник полицейской академии, я посмотрю, да? О, оно. Сука. Блять, служите, защищайте, ага. Служите, стрелять, скорее всего. Блин. Или скорее булите, стрелять. Да уйди ты, мистер полицейский, не души меня. Господи. Блин, что он делает? Стреляй, мне насрать. И из-за этого у меня 3 звезды, серьезно? Только они за мной вертолет выслали. Пули были не мои, блин, а полицейскому он подорвал машину. Блин, это ему звезду давать надо, хотя, скорее всего, для него будет повышением в звании. Оставьте улики в машине, подожгите ее. А, вот в этой машине? Да без проблем.
Господи. Д. Что за Д? Вдруг. Д. Спаситель. Прежде всего, я хочу поблагодарить тебя за решение моего личного вопроса. Люди могут поверить чему угодно в наши дни. Жизненный опыт подсказывает мне, что такие люди, как ты, за определенную цену могут быть очень преданными. Но когда людей много, вспыхивает жадность. У меня есть один очень ценный знакомый, восточный джентльмен. Я знаю, что его держат в заложниках какие-то южноамериканцы в Эспартии. Они пытаются увеличить сумму назначенного ранее выкупа, но я не привык менять условия сделки. Сделка есть сделка. Они не получат ни пенса больше. Иди и спаси моего друга. Сделай это любой ценой. Любой ценой? Но бесплатно, да? Понимаю, бля. Так. Так, машина колумбийцев. Ярди нужен, значит. Лаш. Так, машина Якудза. Так. Я вот как-то немного не понял, где территория этих колумбийцев. Но я думаю, я приближаюсь к нему, наверное. Так, это что за мост? Ну, скорее всего, да. Сейчас я у них буду на районе где-то. Вот они. Это их тачки колумбийские. Ярди называется. Это не они, это... это машина... Ай, блядь, так какого... Блин, когда же мы научимся плавать? Это так тупо. Это так тупо. Форт Стонтон. Блин, а где Форт Стонтон вообще? Так, Бэдфорд Пойнт. Так, я сейчас нахожусь на Бэдфорд Пойнт. Форт Стонтон. Тут, что ли? Или типа тут? О, Банши. Поехали. Короче, тупо прямо едем вот так. Парк Белвиль. Ньюпорт. Порт Стонтон. Вот он. Оно. Так. Ну и как у них машины выглядят вообще? Вот эти блядские джипы. Блядь, езжай, хуета, ты обо что?
Извиняюсь за мат, но этот кал застрял об невидимую текстурку. Что это было вообще? Там чел с УЗИшкой стоял, он был готов... Блин. Я ее только-только угнал. Фак показывает еще. Типа, да, стреляй, на тебя фак держи. Блин, Клод, конечно, русский чел. По нему стреляет, а он фак показывает. Он даже не матерится, ничего не говорит. Он реально вообще, он не мой, по-моему, в натуре. Типа, ну... Просто физически не мой. Он... Блин, прикольный персонаж на самом деле. Средний палец показывает. На всякий случай. Здравствуйте, колумбийские друзья! Блин. Какие плохие друзья из них. Взяли, расстреляли, погубили жизнь. Короче, захожу и сразу достаю снайперскую винтовку. Это так работает, по-моему. Ёб твою мать. В реальности я бы в гармошку превратился, скорее всего. От такого столкновения. Слава богу, что я не водитель в реальной жизни. Имеется в виду, и прав нет, все такое. И машины нет. Хотя, с другой стороны, иметь машину было бы очень даже неплохо. Мог бы разъезжать по городу, отвечать на телефонные звонки, выбегать из горящей машины. Блин, кайф, а не жизнь вообще. Так, 45 здоровья просто от горящей машины. В хрустящую корочку чуть не превратился. Блин, что происходит? Друзья подрались между собой. Так, а уже успокоились, не бьют друг друга. Настоящая крепкая дружба. Не. Даже после драки найдут причин помириться. Чисто такой дружеский обмен ударами в лицо. Так. Так, все. Сейчас заезжаем и просто меняю пушку на снайперскую винтовку. И... Изи. Охерительный автомат.
Блин, интересный автомат. А, это мусор-то. Так, в одной из машин, типа, он лежит. Что-то в этом роде сказано. Телефон стоит еще. А, в одном из этих гаражей. Ясно. Гринго. Гринго. Так. Левый. Левый. Я уверен в левом. А, закрыто. А, закрыто. Нет, не закрыто. Не закрыто. Вот он, старый азиат, который мне нужен. Дональд Лав. О, мы работаем на Дональда Лава. У меня 7 хп. Я чисто агент 007. Всё. Надеюсь, я доживу до конца. О, здоровье, здоровье, здоровье. Блин, из машины выйти забрать надо. Все хорошо. Блин, вот эта ночная езда по городу, этот вайб, эта музыка. Какой балдеж. Ну, блин, согласна. Этот старый азиат. Его уверенная походка. Блин, зашел такой. Так. Давайте еще миссии Дональда выполним. Конец Вакагасира. Вакагасира. Ничто так не снижает цены на недвижимость, как старая добрая бандитская война. Не считая, конечно, вспышки чумы, но в данном случае это может зайти слишком далеко. Я слышал, что у колумбийцев и якудзы довольно натянутые отношения. Нам стоит использовать эту возможность для бизнеса. Я хочу, чтобы ты убил якудза Вакагасира Кенджи Касина. Сейчас у Кенджи важная встреча на крыше многоэтажного гаража в Ньюпорте. Достань машину картеля и устрани его. Якудза решит, что это сделал картель, и объявит войну. 0 раздумий. 0 слов. Вот просто пошел выполнять это задание. Да. Насрать такой чисто. Заказ есть заказ. Чисто терминатор, мать его, блин. Дали, указали. Все, пошел просто выполнять. Блин. Да. Чувствую меня потом. Это... Так я, по-моему, все миссии выполнил, да, какие там требовались? По-моему, да. И миссия Кензи выполнил. Миссия Асаки разве что... Возможно. Ну, не думаю, что Асука как-то
По крайней мере, не сразу узнает о том, что это я убил ее брата. Ну, я думал об этом, но мне показалось, что просто достаточно того, что машина там рядом. Да и какого толку то, что они меня узнали? Блин, я собираюсь их поубивать нахер. В то время фотоаппаратов на телефонах нет. Это 2001 год. Они же не ходят с оператором или там с фотографом, каким-нибудь, ёпта, кодеком. Ё-моё. Ладно, если бы они все фоткали. Но нет же. Узнали, черт с ними. Просто убить их всех надо и дело с концом. Selection has come home. Sponsored by Ammunition. Remember to put litter in its place. Thank you. This one reminds me of waking up on the and tour bus. What's his name? The one with the highlights А как я это, блядь, должен сделать, типа? Это я юмора не понял. It is the holiest, most sacrosanct thing imaginable, like a church. Yet, for it to be a happy marriage, it must also be like a brothel. Oh, fuck. That band is gonna be huge. Been used. Here's a song you're not gonna find anywhere else. Except on one of the other 800 stations owned by Love Media, our sister stations. Rock and roll! It's Head Radio.
Учебный городок. Я бросил тачку. И все. Помирились. О, не. Че, устали, что ли? Типа перерывчик был небольшой. Эминем против Ice-T. Да. Или как там его звали? Ice Cube. Ice Cube. Ice-T, блин. Это ледяной чай просто. Как можно драться против ледяного чая? Это ж невозможно. Его надо пить. Это как драться с водой, типа, знаете. Уф. Yeah. Смотрел ролик про RTX. Что там? По-моему, мы смотрели этот ролик. Очень грамотно, подробный. Но можно было бы и освежить память. Хочу RTX. Гонка по парковке. У вас есть 2 минуты, чтобы проехать 20 контрольных пунктов. И 5 секунд на каждую точку, время уже пошло. Еба. So he starts flirting with his secretary, takes her out for a drink, one thing leads to another, and before you know it, he's found all kinds of uses for the office furniture. Exactly, Lester. I know what you are like. I see it in your eyes. A wanderer, a dreamer, a man who has needs, but an idiot. And I can save you. And I can save your marriage. My marriage doesn't need saving. Я думал, это будет трудное задание. Зар, ты знаешь, не, я вообще в техническом плане просто профан чайник, я не знаю про TX. Ну, по сути, наверное, ничего. Просто это, ну, такая, типа, технология динамического освещения, и там она намного... Она просто безумно крутая, типа, тема этой вот RTX. Короче, все отражения в играх до RTX и там прочее, это все... как бы это сказать, это, блин, такая типа упоротая технология. Типа, по факту, как будто бы освещение в играх это все либо заранее отрендеренная какая-то хрень с каким-то типа точечным источником света, которая, возможно, чисто в плане динамических теней, возможно, делать чисто одного этого человека, главного героя, типа, ну, и какие-то там, не знаю, ну, NPC. Ну, а там остальное, типа, ну, это вообще жестко какая-то хуйня. Ну, типа, там, фикция. Фикций много. До RTX фикции всяких вот этих вот, на самом деле, освещений, теней и там прочее. Куча и дохера. А вот RTX, он прям показывает, как на самом деле должно быть. Да, то есть там, по идее, типа, танцев с бубнами дохерища, типа, ну это вот все вот эти вот освещения, тени и там прочее, это вот чисто танец с бубнами. То есть, когда ты видишь вот такую тему, как вот сейчас, да, например, вот, тень, да, типа, вот динамическое освещение, типа, ну это немного, как бы, ну, скорее всего, фулл пиздеж тоже.
Да. Рыбалка, смотри. Наконец-то он вышел с туалета. Да ты что? Катери вечерами ходят рыбачить к маяку на утёсе Портленда. Укроти полицейский катер и разберись с этой чертовой крысой. Хватит ему ловить рыбу. Я хочу, чтобы он ее теперь покормил. Да, хватит ловить рыбу. Пора их покормить. О. Полицейский катер, блядь, чуть не перепрыгнул его. Отправляйтесь к маяку и пустить напарника Рэя на корм рыбам. Без проблем. А тут радио нет, и ребята... Да. Блин, вот сейчас безумно популярна вот эта вот песня про дымок. Слышали ее, наверное, да? Там мотив такой, на самом деле, очень такой прикольный. Вот это... Его очень легко повторять, как будто бы. А, вот как ты ловишь рыбу. Понимаю, понимаю. Твою-то... Готов. О чем я говорил? А, про дымок. Ну и напевал разные всякие разные вот эти вот мотивчики этой песни. То есть любые слова могут подойти под эту рифму. Правда, сейчас вот что-то не приходит в голову. Так, если просто немного сконцентрироваться, то да. Можно будет свой кавер сделать. Да, дымок, шашлык, пивко. И теперь мне так легко. Тут. Вот это. И вот роднился грудничок. Пом-пом-пом-пом. И он не любит табачок. Очень такое. Не ложись на бочок. А то волчок укусит за бочок.
Блять, так, господи, я эту гонку сколько раз выполнял? Мистер после Кайоп. Блин, крутая машина. Не, нахер эту гонку. В натуре нахер. Я вообще не согласен. Погоди. А как-то я могу отказаться? Ладно, придется приехать на место и просто проиграть, наверное. Единственный вариант. Блин, какая сука. Сегодня вальнул бросок кролика, сволочь толпой напали. В Lies of P. Блин, классно. Ну чё, как тебе игра-то вообще, Lies of P? Хотя ты же вроде говорил, что она так себе. Ну блин, мне прям понравилось. Хорошо так сделали. Добротно. Вообще. Видел мой обзор по ней? Я сделал обзор, да, вообще. Так. Продолжай быть дальше, пилить эти обзорчики, все было бы еще круче. Нравится, что она максимально прямая. Там тупо не заблудишься. Обзор смотрел. О. Да. А вот Lords of the Fallen играл? Я не понимаю. Эти... Вот самое что угарное, да? Типа то, что вот эти вот придурки игражуры говорят то, что в Lies of P, блять, можно заблудиться. Лордс не играл. Она тоже классная. Там, конечно, совершенно иной. Там, блин, вот... Там есть парирование. Там есть... Очень даже мощное уклонение, которое просто, порой может показаться тебе даже практически читерской. Но она прикольная такая. Но правда тебя, скорее всего, задушит вот эта вот их механика умбры, типа переход из мира реальный в мир вот этот вот, блин. Не то чтобы вымышленный. Типа мир мертвых вот этот вот. Короче, типа такая тема. Но там без этого типа никак. Она, вся игра вертится вокруг этого вот перехода из реального мира в этот умбральный мир. Такая же хуйня была с Селдоном. Все эти ушлепки максимально обсирали. Да, они ж кончилыги. Типа сейчас им чемоданы не завозят, там прочее, им просто реально намного проще, типа, обсирать игру. Так, типа, угодить массовой аудитории, типа, легче. Массовой, которая особо задумываться не будет над словами обзорщика. Типа, гэги, там, мемы, шутечки, типа. Блять, посмотрел на этот обзор по Lords of the Fallen от типа Стоп Гейма, блять, или там еще от кого. Сука, блядь, типа чисто нахуй кривое зеркало, как будто бы смотришь. Они там типа не обзор делают, а просто, типа, тупо сборник каких-то, блядь, бородатых шуток, нахуй, блядь, какой-то. Нахуя и кому это нужно, вообще не понимаю. О! Слушай, это прям как будто бы Silent Hill. Типа определенный ракурс камеры и
Точнее, даже Resident Evil прям. То есть я тут даже не целюсь, он... Это странно прям. О, отражение, смотрите, какое. Рофлы ради контента. Блин, когда уже мне дадут, сука? Можно, блин, умереть такое себе. Не. Идея плохая. Надеюсь, это не бесконечная гонка. Я ее вообще не хочу. Ведь замысел вот это вот как бы сойдет на нет, если я умру. Я вот просто не хотел умирать на гонке, поэтому я игнорирую. Я просто уверен в том, что я там сдохну, потому что мне через, сука, районы мафии придется проезжать. А там эти уроды с дробовиками стоят, меня просто снесут нахер. Эти придурки когда-нибудь доедут до финиша или чё? Бля, мне придется доехать, что ли? Прикиньте, я им сколько минут фора дал, чтобы они до финиша доехали. «180, 3 минуты, 180. Блин, сколько минут прошло? Ну точно больше 5. 5 минут фора в гонке, это типа шутка какая-то. Они до сих пор не доехали до финиша. Это же легкая гонка, по идее. Блин, у меня машина уже покорежена. Блин, ну и шутка просто какая-то. Мне придется реально доезжать до конца. Я уверен в том, что эти горе-гонщики где-то застряли просто. Где-то тупят и врезаются во что-то, не знаю. Или тут реально условия, типа, конца этой миссии, типа, ну... Приехать до финиша, неважно каким местом. Если так, то это мега тупо просто. О, пизда, итальянский район. Ща будет стрельба. Ща меня взорвут. Ну, спасибо большое, блядь. Спасибо нахуй огромное, нахуй. Блядь, реально нахуй надо было умереть в том районе, блин, а не в этом. Пизда. Ну, блин, ну знал так будет. Ну, знал ведь, ну, знал. Ну и зачем я приехал сюда? Вообще, ноль. Ноль понимания. На кой черт я сюда приехал? Блин, у них, конечно, капец имбовое оружие просто. Взяли, бахнули меня с дробовика. Один выстрел. Даже не загорелся, а просто взорвался. Да. Зачисти весь район. Блин, какая-то сука еще стреляет по мне. Так. Теперь надо бы пойти. Сука, там колумбиец битый стоит. Ждет меня прям. Поджидает, блядь. Суки, блядь. Идите нахуй. Долбоебы.
Так. Вот. Давайте сюда. Тут реально крутые стволы. И это, если что, я говорю не про гей-клуб. Это магазин оружия. Не. This is Tony on Flashback FM. Liberty City's home for the best in disco, electro, and new wave. Здорово, ёпта. Классно, я приехал. Скорее всего, да. Скорее всего, да. Все, заряжен по самые яйца. Ебать, этот музыка же первого GTA нахуй. МВП. Чёрный ублюдок! Что завалил? Моя жопа уже на крючке, а ты даже не смог прикончить этого чёртового шпиона! Я хорошо заплатил тебе, чтобы убрать его, а он все еще жив! А сегодня он собирается давать федералам показания! Его с минуты на минуту собираются перевести из госпиталя Карсон в участок Рокфорда! Если он заговорит, мне конец! История. Я уже рассказывал про гей-клуб с семьей у нас в Крыму. В общем, один знакомый отдыхал там летом, напился. И решил пойти побить геев в этом клубе. Типа, чё они? А приходит, выяснилось, что клуб забит геями, качками. И они его жестко отпиздили. И, скорее всего, не только отпиздили. Они, наверное, такие спросили: ну вот скажи мне, в чем сила, брат? Вот ты натурал. Блять, он терминатор нахуй, что ли? Чё с ним не так-то, блять? Ебать, это я по этому мужику стреляю, и он не умирает. Пули эту гипсовую куклу не берут, блять? Ты чё, шутишь, что ли? Не, ну это прикол, конечно, Ру. Гипс настолько защищает от выстрел, что просто... Бля, я умру сейчас? Заебись. Да. В чем сила, брат? Вот ты натурал. Но сил я в тебе не вижу.
Yes. Natural selection. Sponsored by Ammunition. Remember to put litter in its place. Thank you. This one reminds me of waking up on the and tour bus. What's his name? The one with the highlights and the mascara? He was wearing this great jacket with shoulder pads and he started playing onto his song on a kazoo. Натурал или нет, пить меньше надо. Это да. Не, синька полная хуйня. Не, ну, конечно, бывают моменты, когда просто, ну, можно там, вот так, слегонца, типа, чуть-чуть. Но, типа, такое себе реально, типа, на постоянной основе это делать. Я вот уже, типа, ну, типа, большие перерывы вообще делаю. Не то, чтобы там... Ну, короче, реже намного стало этим делом заниматься. Именно уберкваситься жестко. Вот. Так теперь ты глянь на меня. Посвежел, похудел немного. И это все на пассивочке. Я даже типа не занимаюсь, все такое. Чисто красота. Алкостримиста. Не. Там-то вообще. Да. Я жестко упарывался. Такая себе тема. Этот месяц без жены. Да. Были времена. Ох, времена, он нравы. Представь никакого пластику. Не, ну вот если честно, прям учеба жестко отвлекла от этой темы. То есть вот времени даже просто нет на то, чтобы, ну, как-то вот уберкваситься. Чисто учеба и учеба и учеба. И все. Вот хочешь избавиться от какой-то привычки? Бери какой-нибудь ебаный курс и учись по ней нахуй. Типа там все в свое время на это тратить. Но, скорее всего, это, конечно, по санкционке из дома не получится. Потому что даже мне это не помогло. А вот ходить на какое-то определенное место, где есть какие-то другие люди, такие как и ты, это другая тема совершенно, да. Тут уже, можно сказать, это работает. Да, железная воля, конечно, тоже нужна. А так, вообще, если находишь какое-то, ну, действительно интересное занятие, неважно. Ну, там, что угодно это может быть совершенно. Хоть занятие блогерством, какие-нибудь там видосики снимать, там, монтажики, там, что угодно. Вот ты, кстати, Гудзон, скоро же, блин, у тебя же видосики начнут выходить. Вот ты же говорил, что будут видосики, контентыч какой-то. Вот, вообще, балдеж. Камера, что ли? Я шутил, Ален. Да не, все. Теперь вот каждый раз я буду тебя вот, типа, ну, напоминать об этом и говорить, ну, где там видосики, где канал. Пора вливаться в этот мир инфлюенсинга. Пора влиять на молодые умы. Я бывал по 10 часов монтировал, просто так только желание пожрать и поспать было. Да, есть такое. Не, ну у тебя-то еще и монтажи такие, прям вообще жесткие. У тебя-то осмысленный контент, как конкретно какой-то. Не, ну я тоже типа так прям жестко увлекался, вот этим, когда именно обзоры делаешь. А так на нарезках это пиздец, конечно. Ты просто, ну... Иногда сидишь, монтируешь и засыпаешь, типа, такой себе. Че, не спишь, что ли? Ну, сейчас скоро пойду спать. Ну, увлекся немного игрой. Так мне еще и сам процесс нравился. Да, это да. Вот именно, когда ты делаешь осмысленный контент, именно обзор, там, типа, вот. Это интересно. Это прикольно.
Я 07 Red Label выпал, когда ты стрим делал. Нормально. А, блять, это типа виски, который, что ли, 07? Ебать. Это, конечно, нормально так зарядил. О, зарядил. Ва-ва-па-пау, пиря-пи-пау-пау. 07 это пиздец. В одного ДМ. Мы с Марией пошли по магазинам. Наш человек из полиции сообщил, что один из наших водил, оказывается, полицейский под прикрытием. Он постоянно в своей тачке. Поэтому мы прикрепили к ней маячок. Пусти ему кровь. Пустим ему кровь. Oh yeah. Из фильма это Рокки. Рокки 3. Хотя, ну, по-моему, там тоже было. Ну, это, короче, лицо со шрамом, конечно. Да. Бетховен, да? Про собаку. Хрен Рокки. Прикрытие сорвано, все, пизда ему. Вот так вот и живет. $10.50. О, нет, там, конечно, ты нет, чувак. У меня 10.60 был. Видимо, с 30-х версии начинается RTX. Ну, вот эти вот 30 и вот эти вот, да, 30.0, которые, точнее, вот 3.0, это, короче, в начале, 30-е, вот это вот они, да. Что ты там с щитаками играешь-то? Еще все тачки взрывает. Да это просто хорошие пушки, господи, я их купил. Я вообще без щитов играю не. О, с другом своим. Я отбивался. Недавно один онлайн-товарищ с Твича предлагал настойчиво 30-60 свою старую отдать. Не любишь подарки. Да господи, взял бы, господи. Что такого? Человек от всей души тебе дарит. Говорит, на, держи, братан. Это же, блин, все-таки подарок. Можно брать такие вот вещи. Ну это же тебе в конце концов не член в рот предлагает. Это, ну, просто, блин, подарок. Да. Типа, к тому же, типа, ну, подарки же все-таки делают хорошим людям, ну, в конце концов. Он тебя оценит, говорит, вот, держи, братан. Тебе надо, а мне не надо. Ну, как бы, зачем оно мне? А вот я тебе, ну, дам, потому что ты в ней нуждаешься. А ты такой должен сказать, блин, от души, благодарю, принимаю. Да, даже стыдно как-то. Да продал бы. Да, господи, ну правда.
Ну, было и было. Че уж теперь. Не возвращаться же к этому. Но тем не менее, когда такой момент представляется, когда человек тебе предлагает, тут уж надо соглашаться, это точно. Подарки это вещь такая все-таки. Я RTX 3050 купил, и мне похрен, если что, на работу пойдет. Нормально. Все-таки подарки это такая типа тема. Тут в конце концов типа происходит типа такая штука, которая, ну, типа чел как бы не только типа, ну, тебе делает приятно, он и себе делает приятно. Смотря на твою реакцию, типа, лол. Ой, бля, собирать кал. О, это, блин, будет весело. Ну, вроде просто. Но, по-моему, вот начиная с этой части GTA, чуть ли не в каждой GTA будет подобная миссия. Каждый GTA просто буквально. Ну, разве что в 4-й GTA, наверное, не будет такого. Это говно, оно было приятно. Спасибо, но не от всего сердца. Спасибо, конечно, но не от всего сердца. С ананасами весьма... Бу, ты чё? Я люблю с ананасами. Классная пицца. Погоди-ка. Так он что, больше не выкакает ничего? Хз. Хоть многим нравится. Не, реально прикольно, типа, ну, вообще, на самом деле, если так подумать, очень много есть блюд таких, которые, ну, вот, казалось бы, да, несовместимые, типа, ну, фрукты и там какое-нибудь мясо и там прочее. Но, ёпта, это прям неплохо работает иногда. В особенности, там, какой-нибудь виноград, там, мясом какими-нибудь. Прикольная тема. И ананас тоже бывает хорошо совпадает с какими-то там вещами. Яблоки тоже, да. Тоже отдельная тема совершенно. Виноград с салом. Блин, интересно, не пробовал. Возможно, яблоки с салом. Это типа рофл? Или это реально? Типа прям салом зашибись? Яблоки. Возможно, в принципе. А, не знаешь, бля. А я ж прям реально задумался. Ну, возможно, если как-то приготовить, прикольно. Ну, то есть, к примеру, там какое-нибудь нормальное обжаренное хорошее мясо, типа такое, знаешь, типа шашлындос, плюс типа виноградик, и там типа что-нибудь такое. Блин, это может быть реально классно. Бля, 100 лет сала не ел. Опять на диете. Яблоки с салом. Я, конечно, никогда не пробовал, но звучит довольно интересно. А вдруг? Салат какой-нибудь, знаешь. Блин, салаты есть же хорошие. Типа... Там яблоки какие-нибудь, там и какие-то там нарезанная колбаса, там все дела, там сыр, вот это вот. Прикольно же может быть. Я что-то такое ел, помнится. Кстати, в Таиланде, там вот эти вот ребята, они вообще, знаете что, чуть ли не каждую еду, если что,
поливают сахаром. Это, блядь, не шутка даже. Сахаром они его, типа, херачат. Это прикольно так-то. Вкус интересный получается. У меня жена недавно сделала по одному рецепту такой. Типа соус для пиццы. Блин, какая охуенная пицца потом получилась. То есть вот это вот основа для... Короче, соус, который мажется на пиццу. Вот этот, типа, томатный. По-настоящему важный груз все еще в самолете. Несчастье За многие вот гречку любят с сахаром. Сахаром гречку, блин, вот это интересно тоже, конечно. Звучит довольно дико. Моя посылка ожидает тебя в фюзеляже самолета, который стоит в ангаре на таможне. Хм. Гречка с салом и сахара. Сгущеночка еще сверху. Хуета. Ты когда стрим делаешь своим пацанам, детям не мешаешь спать? Не. С шкварками. Они не слышат. В дальней комнате лежат. Привыкли уже. Да, и как бы привыкли. Да. О, нифига себе, разводной мост. Ничего себе. Следующий город. Ну как город? Район. Это все один большой Liberty City. Стрим шепотом. АСМР. Да. Лол. Мы сейчас что, на самолете полетим? Чё за хуйня? Что написано было? Panlantic Construction. Это Stanton Island. Есть стройка, возможно, посылку повезли туда. Ясно. Спасибо, игра. Хорошо. Понимаю, да, классно. Четко. Очень справедливо, да, было. Да. Блин, аэропорт. Короче, тут самолет, это не самолет, это машина просто. Который вроде хотел взлететь, но не взлетел. И огни все горят. И... Ай.
Фотку под полицией тут есть. Райончик такой прям, да и... Транспорта вообще никакого нет, что типа... Не знаю, машин под лестницей угнать или... Какой-нибудь погрузчик. Ничего нет совершенно. Вот в эти самолеты сесть нельзя, очевидно. Да и в этот вряд ли можно. Да. Ой, симулятор ходьбы. Чисто Death Stranding. Блин, вот хочется, кстати, Death Stranding поиграть. Гляньте, что сделали. Типа комнаты внутри. Прикольно выглядит. Обманка такая. Бордюрчик. Пожарная машина. Блин, давай-ка пожарную машину сядем. Она наверняка же может водой поливать. Кстати. Это ж своего рода оружие тоже. Ха-ха, балдеж. Так. Струя воды. Ебать, бедная бабушка или женщина. Опа, а как это? Одна машина внутри другой машины. Так. Польем их водой. И поехали. Довольно-таки быстрая машина, кстати. Уи! Безумный трюк. Так. Ничего, смотрите, их смывает. Жестко смывает их. Так, короче, встаю здесь. Блин, теперь это одна из моих любимых машин вообще. Чисто снайпер Саха. И что там, где там? Да, по-моему... Всех завалил? Пошлите. УЗИшку достанем. Пушку помобильнее. А, вон они стоят, хитрожопые. Уроды. Держите. Хе-хе-хе. Ох! Этот стон. Не натурала, но мужчины, я бы сказал. Так. Да ё-моё, почему?
Big man. Big man. А, понимаю, вы где. И все, заткнулись. А нет, еще говорят. Ля какой. Погоди-ка, это здание разве не было Эй, давай вытащим эту штуку прямо здесь. Бог его в знает, пятом что GTA? Оно также было недостроено. О, почему не попало? Пожалуйста, пожалуйста. Я же убила тебя и бросила в канаву истекать кровью. Не стреляй, друг. Все нормально. Мы все друзья. Вот, держи. Будь такой мандой. У нас нет выбора, детка. Выбор есть всегда, тупой ты ублюдок. Прости за эту сумасшедшую сучку, а это все она. Пожалуйста. Итак, этой шлюхи больше нет. Но ты оказал мне услугу. Ты не единственный, у кого есть счеты с картелем. Этот червяк убил моего брата. Я никогда не убивал никого. Лжец! Мы все видели убийцу картеля. Окей. Мы всех вас, колумбийских собак. Я поиграю немного с нашим другом, чтобы получить информацию и доставить себе немного удовольствия. А ты заходи позже. Я уверена, мне понадобятся твои услуги. Пожалуйста, друг. Не оставляй меня с ней, она ненормальная чика. Пожалуйста, друг. Эй, друг. Друг. Вообще насрать. Ну все, ребята, пока. This takes reality TV to a whole new level. We'll take 20 recently paroled guys, equip them with grenade launchers and flamethrowers, and let them hunt each other down. It's the reality show where you just might be part of the action. I was grabbing a sandwich at the Happy Blender, and all of a sudden Блин, они реально на японском что-то базарят. Няндигуре! Дайте помогу. О, живой. Спасибо, что жив. Ты давай, не благодари. Блин, это Каталина сраная, надо бы ее поймать и засунуть в пушку и пизду, потом выстрелить 5 раз нахуй. Блин, охереть можно. А как вообще Клод с ней связался-то, вообще не понимаю. Каким образом? Он типа такой однажды... будь что будет, блядь. Пожалуй, стоит, блин, начать отношения с этой ебанутой сукой. Да, пора, да. Капец. Братан, я не могу донаты делать, не умею, но могу сертификат дать в своем магазине в размере 3000 якутских. О, да не, господи, перестань. Не, ну спасибо большое за предложение. Это как бы, ну, я не обязан никого делать донаты. Все делают это от чистой, как бы, души и там прочее, когда они думают о том, что надо это сделать. WhatsApp. Да, спасибо, спасибо. Спасибо, Родион. Блин, от души. Сертификат секс-шоп. Да. Ты доказал, что на тебя можно положиться. В наши дни это большая редкость. Моему азиатскому другу нужен эскорт для того, чтобы отвезти доставленный тобой товар по назначению. Я хочу, чтобы ты следовал за ним и помог ему в целости и сохранности доставить груз в Пайк-Крик целым. Блин, как он чилит, этот чел, блин, сраный, этот Даниэль Лов, или как его там зовут, блин.
Когда-нибудь я стану как он, когда Дональд Лов или не знаю. Буду просто набирать себе в штат каких-нибудь клодов и творить всякую хуйню. А, мне сопроводить эту тачку надо? А, да ладно. У меня тут магазин для товаров для дома. Прикольно. Ну окей, как-нибудь, думаю, понадобится, если что. Просто назови магазин, я там еще подойду и скажу, что это я и все такое. Может быть, когда-нибудь понадобится что-нибудь для дома купить. Посмотрим. Завел я как-то в секс-шоп. Там такое продают. Купил что? Денег не было. Карманную киску. Да. Не, сейчас вот лучшие товары в этой сфере, я думаю, все в интернете. Там какую-нибудь там бабу из Overwatch, вот все в таком духе. Fuck you. Fuck you. По этому номеру заранее напиши все оформим. Ну, спасибо, спасибо. Хорошо. Ну, это муторно, конечно, но спасибо. 4К киска была, денег не было. Блин, вот в этом Таиланде, кстати, там чуть ли не в каждом прибрежном магазине писюны. Везде писюны. Это типа у них как символ богатства или что-то в этом роде. Знаешь, типа брелок в виде пениса ты такой носишь и такой, блин, класс. Брелок в виде пениса. Вот это успех, знаешь. Бля, сука, он... Ну хотя бы не подорвал мою машину. Перекупить бы. Ты там Дива. Дива неплохая еще была, да. Бабу из Overwatch сейчас пойду гуглить. У меня в телеграм-канале, кстати, есть. Но были фотки. Дива Overwatch набери. Ты охереешь. Она стоит, конечно, $2800 или типа того. Но, блин, там такое, сука, качество. Просто охереть можно. Просто сумасшествие какое-то. Видимо, подобные товары пользуются безумным спросом, и они жестко процветают. Иначе не скажешь. Ну, других выводов нет. Блин. Вроде никого впереди. Все довольно-таки спокойно. Блин, вот вопрос, конечно, куда он свернет. Так. Romance guarantee. А так как делать донаты в этом ютубе? Там, ну ссылка в описании есть под видео. Под видео там типа есть ссылка в описании. Вот если что, там все, вот ссылочка есть.
собака дикая, на. Всё. Поехали. Блин. Да когда вы все уже научитесь и отвяжетесь-то в конце концов? Блять. Смотри на эту тварь. Настойчивый какой. Пизда. О, довезли. Блин, каким-то чудом. Overwatch. Да. Да. Вот 163 сантиметра. Охереть, да? Вот это парадокс. Состоятельные парни могут себе позволить пялить резиновую бабу. Хотя, казалось бы, да? Должно быть наоборот. Да. Чисто, знаешь. Блин. Да. Блин, столько забавных шуток на эту тему появилось у меня в голове в моменте просто. Типа, например, как ты держишь такой фотографию этой дивы. Там. Да. Еще чуть-чуть и скоро мы увидимся. Да. Типа 3 ночи в элитный, с элитной шмараша. Но, ты подумай вот о чем. Безлимитный секс с девушкой из Overwatch. Безлимитный. Хоть когда. Типа, вот знаешь, бесплатно еще причем, ну последующим. Окупится, я думаю, со временем. Очень даже хорошо. Йоу, это Диайс из красных валетов. У меня есть проблема. Со мной решили поиграть. У этих придурков, что заполонили весь город, головы забиты лишь спанком и оружием. Девятка — это их знак, а пурпурный цвет — их флаг, и они трясут им целыми днями. Они уже начинают теснить валетов. Я хочу, чтобы ты показал этим долбаным сучатам, как работают настоящие профи. Ну вот, скорее всего, это что-то иное. На улицах будут валеты, которые могут решить, что ты их тоже хочешь замочить. Это все-таки что-то иное, мне кажется. Ну, как бы из той же темы, но иное все-таки что-то. Бля, а кого ебашить-то, я не понимаю. Так. Вичита Гарденс. Берем ледяную письку с подушкой анимешки и собираем бабу за 6к анимешки. Блять, спасибо, билборд. Ебать, я думал, все, пизда, я умираю. Спасибо, Тайко. Я обязательно куплю ваше дерьмо, чтобы оно не было вообще. А, вот они, Женя. Лол. Типа это баллсы. У них даже своя униформа прям.
Воюта налево, серьезно. Блин, у меня еще бесконечно УЗИ. Блин, казалось бы, легкая работа. Но на меня внезапно агрятся те просто. Ну, сейчас красный не напрягается, потому что, видимо, я ни одного из них не убил. Это все-таки разные банды, но просто у них жилетки другого цвета страны. Все, изи. Игрушечная война. Эти девятки достали меня. Эти суки раздобыли бронированные машины, развозят на них спанки и без страха впаривают их всем желающим. Выше по улице припаркована тачка. В ней ты найдешь то, что поможет проучить этих сосунков и разоружит всех бронированные игрушки. Так, неужели радиоуправляемая машинка будет? Да ну нафиг. Не, реально, если это так, то это супер весело. Это будет супер круто. Как в первом и втором GTA, сейчас радиоуправляемые машинки походу будут. Да, это оно походу. О, бля, нихуя. Бога. Так. Давай, Вован, давай. Тебе удачи. Большой. Я даже не знаю, что сказать. Давай, давай. Блин, уже 3 часа ночи. По идее, пойти по-хорошему пойти спать. Блин, это мне по мосту надо ехать. Охереть можно. Прикольная машинка еще. Какая забавная.
Найс. Petsovernight.com, delivering little bundles of love in a box directly to your door. Flashback FM, where every night's Hmm. a dance party. This is Tony on Flashback. Тачка с бомбой. Какая-то сволочь заминировала мою тачку. А если я ее потеряю, то лишусь репутации на районе. Возьми мою тачку и отгони в гараж на Сет-Марк, понял, йоу? Пусть там подумают, как обезвредить бомбу. Часы уже тикают, а проводка там подпорчена. Одного столкновения может хватить, чтобы взлететь на воздух. А теперь гони! Ебать. Ну это чисто миссии из первого GTA. Они самые. Блять, нихуя себе. Пизда, еще бы чуть-чуть и... Сука. Блин, мудаки сраные. Бля, ну съебитесь, пожалуйста, это ёбаный в рот. Чуть-чуть. Вот мне одна царапинка и все. Подрыв будет обеспечен. Моя жопа летит на орбиту. О, сняли, сука. Блин, это мафиозный район же был. Удивительно, что они по мне стрелять не начали.
you go, Pogo. Have a fast car. And help Pogo to his final mission, to storm the White House with his friends and become President of the United States. Pogo the Monkey is the game kids are sure to stare at for hours. Everyone loves Pogo. Idiot Gamer called Pogo the best spring and simian game. Why not a Pogo the Monkey? Блять, сука. Погоди-ка. Да, в принципе... Нормально. В смысле, блядь? О, господи. И скоро разорюсь на этих ремонтах. Заебал, ебать, это чё, шутка какая-то? Она чё, из пластика сделана, эта машина, я не понимаю. С удовольствием выйду из этой блядской машины. Так, давайте сохранимся. Ой, все. Нахер. На сегодня хорош. На сегодня хорош. Пойдем спать. Пора и честь знать, как говорится. Да, пора и честь знать. Так, ну чё, возможно, завтра увидимся. Да, завтра, наверное, как-то посвободнее буду. И продолжим проходить GTA 3.
Что-то мне кажется, что завтра будет последний день прохождения 3-го GTA, и сразу будет переход на Vice City. Да-да-да. Вот так вот. Так что завтра ожидается прикольный стрим. Довольно-таки классный. Да, и всем большое спасибо за донаты. Спасибо Кабина, спасибо Громзадира за 1200 рублей. И Кабине спасибо большое за 553 рубля 15 копеек. И спасибо, конечно, за общение. Да, спасибо за присутствие ваше. Хорошо поболтали. Очень было классно. Ну все. Всем спокойной ночи и до завтра. Всем пока.